Сегодня проводим защиту аттестационных работ слушателей программы профессиональной переподготовки технологии художественного оформления спектакля. Эта программа новая, уникальная, она была придумана здесь, в Казани, совместно с театром Камала, и за 2 года слушатели из разных городов получили возможность обучаться в школе-студии МХАТ на факультете сценографии и театральной технологии без отрыва от собственной работы. За время обучения было 2 очных практики в Москве, сейчас была 3-я завершающая практика уже в Казани, и в течение 2 лет наши слушатели 3 раза в неделю подключались из своих городов к занятиям. Эта программа партнерская, мы очень благодарны нашим партнерам, театру Камала, Ильфиру Ильшатовичу Якупову, директору театра. И все это время мы были в плотном контакте с Ильназом Ильфировичем Хайбуллиным, заведующим художественно-постановочной частью театра Камала, потому что вот эта связка, это партнерство дали нам возможность острее прочувствовать проблемы, которые есть в региональных театрах, и, думаю, Ильназ тоже добавит. Хайырлы күн, хурматлы кунаклар, хурматлы окутучулар. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые педагоги. Хочу поблагодарить в первую очередь Ольгу Сергеевну, когда мы в 2018, по-моему, начинали этот проект. Екатерина Юрьевна тоже нас поддержала. Хочу очень сильно поблагодарить школу-студию МХАТ, нашего Ильфира Ильшатовича Якупова, то, что он все это поддержал. Я приехал после обучения в школе Дадамяна, я сказал, вот в Москве так, в Москве сяк. Он сказал, давайте начнем в Казани, приглашая своих педагогов сюда, начнем в Казани, с Науруза. Как говорится, хайрлих сагатта, добрый путь, ребятам удачи. Спасибо. Спасибо, Ильназ. Я представлю членов аттестационной комиссии. Это Екатерина Юрьевна Моченова, главный художник-технолог Российского академического молодежного театра, старший преподаватель кафедры технологий художественного оформления спектакля и руководитель 1-го курса художников-технологов сцены. Артем Сергеевич Харлашко, заведующий кафедрой технологии художественного оформления спектакля, художник-технолог, конструктор, художник-технолог студии театрального искусства. Ильфир Ильшатович Якупов, директор театра Камала. Я тоже вхожу в состав аттестационной комиссии, декан факультета сценографии и театральной технологии. И наш председатель аттестационной комиссии Виталий Васильевич Галич, заместитель директора по техническим вопросам Российского академического молодежного театра Виталий Васильевич. Он подключается из Москвы. Да. Добрый день. Добрый день. Сейчас мы вас увидим. Приветствуем вас. Вот такая у нас комиссия. Сегодня вы услышите защиту 9 слушателей программы. Все это специалисты из разных городов с очень разным уровнем подготовки. Не судите строго, но хочу сразу от себя сказать, что мне кажется, что тот путь, который наши слушатели за 2 года прошли, это огромный путь. И если знать те вводные данные, с которыми они пришли на обучение, когда даже некоторые просто с компьютером были на «вы», то я думаю, что вы впечатлитесь, увидя, какого результата они достигли. Поэтому мы начинаем, и первым защищать свою работу приглашается Радик Габдулкадыров. Хайырлы күн, хурматлы хизмәттәшләр. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Радик, я из города Набережные Челны, с Государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Работаю завпостом. До вступления в должность художественной постановной части в октябре 2021 года я никакого отношения не имел к художественной постановной части.
Тема моей аттестационной работы. Я взял спектакль с нашего театра под названием «Капка», на русский перевод «Калитка». Основная цель моей работы – это вести правильный процесс ведения документации в будущих постановках аналогично этому проекту. Драматург пьесы Айгуля Хангалеева, художник-постановщик Хусаин Валейсян. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель нашего театра Кинзигулов Олег Мандярович. 2020 год очень значимый для нашего театра. Театр отметил свое 30-летие и в подарок получил суперсовременное многофункциональное новое здание. Также ему присвоено имя драматурга ТАССР имени Аяза Гилязова. Эскизы спектакля. Художникам-постановщикам были представлены 4 картины спектакля. Макетов, габаритных чертежей представлено не было. Прочитав я пьесу, пришел к такому выводу, то, что художник сделал выводы и обосновывался вот этому иконографическому материалу. Тут представлено перрон, который символизирует побег от родных краев за много километров. Нефтяное пятно. Нефтяное пятно – это некий барьер, который мешает вернуться в родные края. Также Камчатский порт – это место работы, где он всю жизнь практически провел, главный герой на работе. Также представлен раскол льда. Это начало, символизирует начало новой жизни. Итог того, что получилось. В этом спектакле декорации дополняют действа, эмоции, переживания на сценической площадке. Массивные конструкции декораций напоминают сопки Камчатского края, родословные дерева, корни родословного дерева. Также видеоэффекты дополняют это панорама движущего, вид из окна движущего поезда, родной деревни, море. В спектакле участвуют 10 актеров. Также были представлены эскизы костюмов. Так как у нас на выпуск спектакля было всего лишь 2 недели, я составил смету на покупку данных костюмов. И только что получилось. Самой важной частью для меня было это создать паспорт сцены, так как это является самым важным и главным документом сценического пространства. Сюда входят основные параметры сцены, основные параметры зрительного зала. Я освоил программу AutoCAD и начертил планировку и разрез сцены. Это очень выручает и помогает машинно-декорационному цеху вести логистику размещения декораций. Также представлены фотографии сценического пространства, верхней механики и пути подъезда, выгрузки, загрузки декораций для гастролирующих коллективов. Также очень удобно для нас показалась планировка штанкетов, так как у нас новый коллектив и для нас это все новое было. Ребята машинно-декорационных цехов путались в штанкетах, потому что у нас есть автоматические и механические штанкеты. Таким образом я их разбил на 2 цвета. Красный цвет – это автоматические штанкеты, зеленый – это ручные, механические. Большой выбор для светового решения. У нас светодиодные приборы.
также планировка световых приборов с адресами и потоками. Разрисовка световых приборов на софитах. Аннотации к цифровым пультам и к приборам. Разместил лючки для подключения приборов в сценическом пространстве. Требования для гастролирующих коллективов. Важной частью является в театре это правило охраны труда. И при изготовлении декораций, и ведении мероприятий на сцене. Также план эвакуации. Изучил программу SketchUp, 3D-модель и визуализация. Это очень сильно помогает и упрощает внедрение декораций на сцене. Тут же представлен разрез 3D-макета, декорационное оформление. Также начертил чертежи общего вида декораций двух комплектов. Первый комплект – это с габаритными чертежами, второй комплект с привязками. Также прилагается спецификация на все декорационные элементы. Также есть чертежи декорационного оформления отдельных декораций. Тут представлена так называемая ступень, их 4 штуки. Они расположены на разных уровнях и соединяются между собой. Первая ступень символизирует плавающую глыбу льда на воде. Вторая и третья – это имитация движущего поезда. Четвертая ступень статична, символизирует некий порт или перрон. Также есть приставная лестница, устанавливается в заднюю часть ступеней. Опускные стенки в количестве 8 штук. Мы устанавливаем их с левой стороны и с правой стороны ступеней на разных линиях по высоте и глубине. У них есть свойство подниматься и опускаться. Так как у нас нет точечных подъемников, нам пришлось использовать штанкеты. На штанкеты мы установили блоки, через которых проходит основной трос. Чтобы штанкет у нас основной не прогибался с блоками, мы спустили еще один штанкет и скрепили их между собой, и получилась некая ферма. Эту ферму мы поднимаем на уровень 8 метров и стягиваем стяжками об галерею. Таким образом получается статичная конструкция. За счет дополнительных штанкетов двух у нас опускные стенки поднимаются и опускаются. Это так называемая точка 0. Это пространственная модель воспоминаний. На ней также установлены светодиодные ленты. Важной составляющей спектакля – это документация и монтировочная опись, куда я внес всю информацию о декорационном оформлении, жестких декораций, мягких декораций. Также здесь реквизиты со всеми аннотациями и спецэффекты. Это часть монтировочной описи. Также выполнены расчеты несущих элементов на настил, расчет настила первой ступени.
был эксперимент, мы изучали, как сделать техническое задание на разработку и изготовление декораций в сторонней организации. Также я изготовил в сторонней организации приставную лестницу. Очень увлекло составление смет. Подготовил сметы, сводную смету, смета овеществленных затрат, смета неовеществленных затрат, заявка на приобретение материалов двух видов и смета на закупку костюмов. Также график подготовки спектакля до премьеры. Самой важной частью составляющей эксплуатации документоведения в театре является сбор документации. Это также чертежи, габаритные чертежи, планировки. Листы развески подвесных декораций, инструкции сборки и разборки декорационных элементов, инструкции по монтажу и направке света по плану. Также разработал модель в программе Capture и сделал планировку в программе световых приборов. Большая честь для меня было поработать с завпостом Большого театра Сергеем Александровичем Тимониным. Мы с ним разработали графики гастролей, на которые я выполнил технический график гастролей нашего театра в Татарский государственный академический театр имени Галяскар Камала. Это список расселения сотрудников театра, список выезда-отъезда, приезда, техническое задание на проведение спектакля в Академическом театре Галяскар Камала. И, наконец, я хочу поблагодарить за такую возможность повышения моей квалификации администрации Академического театра Галяскар Камал, студии школы МХАТ и также своему родному театру сказать большое спасибо. И лично от меня поблагодарить Ольгу Сергеевну за терпение, за понимание. И я думаю, ваш вклад в нас принесет хорошие плоды. И как говорил наш поэт Габлатухай, театр яхтылыкка нургайта, кириюлга жибермей унгайта. Что на переводе звучит: театр и зрелище, и школа для народа, будить сердца людей, вот в чем его природа. На путь неправедный он не дает свернуть, он к свету нас ведет, открыв нам верный путь. Спасибо. Спасибо, Радик. Но мы вам еще вопросы сейчас будем задавать, вы не уходите. Ильфир Ильшатович, есть вопросы у вас к Радику? Пока нет. Уважаемый член. Спасибо за рассказ. И действительно, вы очень выросли на самом деле. И достаточно серьезная и дельная такая работа. У меня чисто технологический вопрос есть. На станке вашем разноуровневом есть эти белые пятна нарисованные, а-ля льдины. Каким образом вы их нарисовали, какими материалами, поскольку белое недолго на сцене остается белым. Что вы делаете для того, чтобы это оставалось всегда в первоначальном виде? У нас там настил 12-й фанера. Мы вырезали вот эти вот фрагменты льда из 4 миллиметровой фанеры, покрасили в цвет льда, она не белая, она имитирует лед, то есть может тут так проецируется. Мы акриловой краской покрасили, потом
залокировали. И в данный момент там, да, если такое присутствует, следы обуви остаются. Мы поначалу их убирали, а потом она, наоборот, даже лучше смотрится. То есть как будто это именно раскол льда там получается. Живое, да. Художественно натоптали. Да. Спасибо. Я только хочу поблагодарить и поздравить, Радик, вас с блестящей совершенно защитой. Замечательная работа, очень полно собранная и глубоко разработанная. И тем более то, что сроки выпуска этого спектакля у вас были всего 2 недели, это вызывает просто невероятное уважение к вам, к вашему театру, что за такие краткие сроки вы выпустили такой, в общем-то, качественный, совершенно приличного, достойного вида спектакль. Спасибо вам большое. Замечательно. Сваркой сам занимался. Да, это был вот второй мой вопрос, кстати, я про него немножко забыл. Как вот вы относитесь к такой ситуации, что спектакль надо выпускать в 2 недели? Кто это... Это очень сложно. Кто так придумал и почему так происходит? Я как бы не буду спрашивать, каким образом вы это все реализовали, успели купить что-то, хотя там не суперсложное какое-то оформление, но так или иначе все это простых декораций не бывает, всё равно это надо как-то продумать и сделать. Как вот вы относитесь к такой ситуации и как вы думаете, что нужно сделать, чтобы спектакль выпускался в комфортных условиях? Ну, это в первую очередь финансы, возможность театра, потом мы спектакль выпустили, мы выиграли грант, пока шел документооборот, сроки все сужались и сужались. Вот и получилось так. Плохо или хорошо? Плохо. Виталий Васильевич, у вас есть вопросы к Радику? Ну, по дипломной работе у меня вопросов нету. У меня вопрос такой. Сколько у вас в репертуаре спектаклей? Так как мы переехали в новое здание, у нас было раньше 30 спектаклей в репертуаре. На данный момент у нас действующих 15, потому что мы обновляем репертуар. А сколько у вас постановок в год? С октября месяца мы поставили 7 спектаклей. Ого. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Виталий Васильевич. Я вот хотела, Радик, вас еще попросить кратко сказать, вы забыли сказать очень важную часть про то, как отнеслись ваши коллеги из других городов, когда вы им прислали паспорт сценической площадки. На самом деле это огромная проблема в нашей стране, где очень много театров, нет нормальной документации по площадкам. И то, что Радик показывал, сделано им с нуля. Вот, и это колоссальный объем работы. Хотела бы еще обратить внимание, что то, что вошло в презентацию, это только часть, да, малая. Это колоссальные по объему все документы. И Радик очень потрудился и уже ощутил пользу. Радик, вот кратко скажите. Как раз в прошлом году у нас в театре проводили фестиваль, приезжал на технический визит Сергей Яковлевич Тимченко с Театра нации. Когда я ему показал паспорт сцены, он очень сильно удивился и был в недоумении. И он говорит, как ты это сделал? Говорит, то есть я ему объяснил, что я учусь в студии школы МХАТ. И как он отреагировал, он сказал, что даже во многих московских театрах такого и в помине не было. Можно я тоже сейчас скажу, что у нас тоже есть паспорт, но вот какие-то пункты, и мы, я думаю, что у вас немножечко возьмем тоже. Спасибо. Это часть, я вот показал часть паспорта сцены. Спасибо.
Радик, ну, мне очень приятно было, как вашему руководителю, с вами работать 2 года. Я скажу, что было учиться сложно вам, колоссальная нагрузка, потому что каждый раз у нас занятия, у Радика выпуск за 2 недели очередного спектакля. Я уже не буду вдаваться в подробности, какое количество сотрудников в цехов маленькое, так что Радик выполняет огромный объем, при этом вы пришли действительно с такой нулевой подготовкой, и на вас огромная ответственность, потому что театр новый, большой, очень много еще мероприятий проходит. Поэтому я вот вам желаю не перегореть, профессионально оставаться в театральной сфере, потому что люди имеют свойство от большой нагрузки сильно уставать. Вот, но вы смогли доучиться, смогли прийти к достойному результату. Вот, вам желаю только успехов, вот, отдохнуть и с новыми силами работать на благо театрального искусства нашей страны. Вы большой молодец и любите театр, вот что самое важное. Так что спасибо вам. Вам спасибо большое. А дальше мы приглашаем для защиты Ольгу Долгову. Ольга, пожалуйста. Благодарю. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, и участники форума, дорогие зрители онлайн. Спасибо вам большое, что вы сегодня нашли время и прийти к нам на защиту. Меня зовут Ольга Долгова, я художник-постановщик, работаю в Севастополе в Крымском театре юного зрителя. Для своего диплома я выбрала, спасибо большое, Ильнас, тему «Преступление и наказание». В этом спектакле я выступила как художник-постановщик. На данный момент времени это проект спектакля. Спектакль не был поставлен, и мною были разработаны эскизы. Вот это первый эскиз. В их разработке я отталкивалась от той темы, которую Достоевский задает во всем романе. Когда он описывает помещение романа, он постоянно упоминает лестницы. Слово «лестницы» могут же упоминаться у Достоевского в одном абзаце до 3 раз, и все герои живут в маленьких клетках, а клетка — это и есть, по сути дела, лестница. Далее по проведению стенки поднимаются, и сквозь них начинают проходить лучи. Мною были разработаны костюмы, так как сценография требует достаточно активной физической работы от актеров. Я постаралась сделать костюмы, чтобы они были удобны, и подобрала определенные ткани для их исполнения. Костюм Сони Мармеладовой, костюм Семена Захаровича Мармеладова. Мы совместно с моим дипломным руководителем Ольгой Евгеньевной Медведевой просмотрели несколько вариантов конструкции. Первый вариант предусматривал, что стенки будут крепиться непосредственно к мосту и являться его частью. Этот вариант был отброшен сразу, так как в этом случае актеры, работающие на мосту, могли раскачивать стенки, что, ну, даже если бы я бы их крепила бы к планшету, вот, все равно это влияло, и конструкция могла дребезжать, а у зрителя не возникало бы чувство доверия к происходящему. Второй вариант, который я представляю, это вариант, когда конструкция представляет собой единый павильон, и как художнику-постановщику мне этот вариант был более интересен, потому что таким образом откидывающиеся окна или двери могли быть использованы для дополнительного крепления лестницы, работы актеров. Но учитывая особенности площадки, о которых я буду говорить далее, мне пришлось от него отказаться, потому что вариант был слишком тяжелый, и планшет театра не выдержал бы. Поэтому мы с Ольгой Евгеньевной нашли компромиссный вариант. Мы подвешиваем стенки за 4 точки к штанкетам, а мост у нас крепится с помощью индивидуальных подъемников. Теперь я расскажу о театре, в котором планируется ставить. Это, я еще раз повторю, что в нем не планируется ставить, просто это была площадка, которая была ближайшая, и она имеет следующие характеристики. Это сам театр, Севастопольский русский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского. Театр очень любят жители города, он с достаточно хорошей заполняемостью, а это сцена театра.
Зеркало сцены у нас, ширина зеркала около 11 метров, высота 6,5 метров. Сцена имеет поворотный круг диаметром 13 метров. В таком виде, как на планировке, мне пришла документация, также у меня был чертеж БТИ. Мне потребовалось уточнить некоторые параметры сцены, поэтому сцену я перемерила сама с лазерной рулеткой и нанесла, например, такие элементы, как портальные башни, что очень важно для дальнейшей работы со светом. Вот представлена планировка, которая была мною разработана, и генеральный разрез театра. Далее я перехожу к чертежам общего вида декорационного оформления, на которых даны привязочные размеры моей декорации и также перечень материально-декорационного оформления мягких декораций и жестких декораций. Разрез. Здесь указаны высоты софитов, на которые поднимаются в ходе проведения спектакля. Софиты в течение всего спектакля не меняют своего положения. И тоже даны привязочные размеры. Фронтальная проекция. На основе чертежей театра и эскизов была создана 3D-модель. Эскизы я сразу рисовала в масштабе, поэтому ее создание было достаточно простым. 3D-модель была реализована с помощью программного обеспечения SketchUp. Сейчас мы немножко пройдемся по такой виртуальной сцене. Посмотрим немножко, как это видят, может быть, монтировщики с галерей и как это видят актеры. И сейчас стенки начнут подниматься. Также мною была подготовлена производственная документация по проекту. На данном чертеже представлен сборочный чертеж платформы моста. При разработке конструкции я старалась учитывать модульность элементов. Она состоит из одинаковых модулей с абсолютно одинаковыми параметрами рамы моста и их крепления между собой. И схема подвеса к тросам лебедок. Конструкция щита, общий чертеж. Чертеж рамы щита. Для соединения рам я использую божевое соединение. Дополнительно его сбалчиваю 2 болтами. Щит. Щит складной. Карниз навесной. Также на этапе проектирования была интересная задача. Я сразу осуществила подбор профиля для моста, произведя расчеты, которые мне показали, что профиль 30 на 30 со стенкой 2 является оптимальной. Конструкция станка. Тоже здесь рамы, они модульные. На данном слайде представлена схема сборки элемента декорационного оформления, и цифрами обозначена последовательность этой сборки. Начинаем мы со сборки на планшете модулей платформы, потом устанавливаем на них перила, поднимаем конструкцию с помощью индивидуальных подъемов, присоединяем к ним станок и сверху накидываем лестницы. Далее, следующий элемент декорационного оформления – это стены. У меня выполнены чертежи общего вида. На все виды стен представила я один. С помощью V-образных проушин они крепятся через троса к декорационным подъемам. Накидные лестницы и столб не имеют несущей нагрузки и, по сути дела, являются просто накидными. Перила моста, здесь я хочу отметить, что у каждого перила моста есть свой прототип, свой родственник в городе Санкт-Петербург. Например, вот для нижнего правого перила я взяла ограду набережной Грибоедова в качестве прототипа. Была выполнена монтировочная опись, она содержит в себе эскизы, планировки декорационного оформления. Проведения у меня в монтировочной описи нет, потому что, я еще раз повторю, что спектакль не был поставлен. И по разделам
Есть элементы декорационного оформления, мягкие декорации, жесткие декорации, мебель и бутафория, реквизит, электробутафория, спецэффекты, в данном случае 2 туман-машины, кофры и система хранения. Также была подготовлена монтировочная опись по костюмам и сделаны технические рисунки к каждому костюму. В электробутафории у меня есть вывеска «Се человек». По моей задумке это бар, в котором встречаются Раскольников и Мармеладов. И на этот элемент декорационного оформления я подготовила техническое задание, учитывающее требования как художника-постановщика, так и художника по свету. Была составлена смета и заявка на материалы. У меня получилось, что вместе с накладными расходами все декорации входят в сумму чуть меньше, чем 1,5 миллиона рублей. При этом материалы непосредственно представляют 715 тысяч. Это без гонорарной части и стоимости костюмов. Свет. О свете я хочу сказать подробнее. Дело в том, что каждая моя декорация рождается из света. И как вы видели на эскизе, свет уже заложен. И я чуть-чуть позже расскажу об очень важном моменте, который здесь есть. В театре Луначарского, на мой взгляд, была несовершенная планировка. Вот я ее сделала в таком виде. Здесь на данном... это не светопланировка театра, да, извините, пожалуйста, я немножко волнуюсь. Это непосредственно то оборудование, которое используется в спектакле. Не весь свет, который есть в театре, а только то оборудование, которое используется в спектакле. И планировка размещения светового оборудования на планшете сцены, так как в театре нет боковых световых башен, я приняла решение использовать тотемы. Размещение светового оборудования внутри декорации и далее картины, созданные с помощью программы Capture. В световом оформлении Достоевский дает базу, с которой я отталкивалась. Он пишет о том, что Раскольников вышел на свет, и это был болезненный, обжигающий свет. Поэтому картины, которые вы видите, они обжигают. Также мне было важно поработать немножко с теневым театром, чтобы увеличить количество жителей города и создать определенную такую атмосферу. Это монолог героя. С помощью света, дело в том, что так как декорация у меня относительно статичная, с помощью света есть возможность ее убрать или наоборот высветить. Вот, например, мы делаем световой занавес, где абсолютно у нас исчезает стена, хотя перестановка не происходит. Вот на этом слайде я хочу поподробнее остановиться. Дело в том, что у меня действительно заняло достаточно много времени продумывание и выбор материала для обшивки стен. Я долго не могла внутри себя решить, какой материал мне нужен, нужно ли мне, чтобы лучи проходили сквозь него и отражались. Например, это мог бы быть тогда поликарбонат монолитный, и тогда бы я на планшете сцены получала бы отражение, и это бы давало какие-то определенные эффекты, может быть, воду. Либо выбрать плотный материал фанеры или тот же самый сотовый поликарбонат и его дополнительно оклеить. Вот. В итоге я остановилась на фанере, оклеенной и расписанной по эскизу художника, что позволило мне получать вот такие световые картины в последующем. И мне очень важны эти вот световые столбы, которые вы видите. Также, на мой взгляд, очень важный момент в театре, наверное, самое важное, что есть, это премьера. И премьера всегда это большие нервы, наверное, даже больше, чем мы сейчас все с вами испытываем. Поэтому мне кажется, что графики нас спасут. И на данном слайде представлен график выпускного периода спектакля. И была подготовлена эксплуатационная документация, лист ведомость развески декораций, инструкция по монтажу спектакля.
Также была произведена гастрольная адаптация на площадке Российского академического молодежного театра. Было подготовлено техническое задание. У РАМТа, насколько я знаю, 4 индивидуальных подъема, остальные я планирую брать в прокате. Была перенесена, декорация была перенесена на планировку РАМТа. Выполнен разрез и показано размещение дополнительного светового оборудования. Был подготовлен технический график гастролей и распределение декорационного оформления. У меня все декорационное оформление помещается в еврофуру, 90 кубических метров ее объем. Вот. Ну, вот, собственно говоря, все. Единственное, что мне очень важно сейчас сказать несколько вещей к своим педагогам. Вы знаете, я считаю, что огромное счастье, когда в тебя верят. И спасибо вам большое за то, что вы нас взяли, всех поверили в нас. И ну, это были 2 самых счастливых года в моей жизни, 2 года огромного роста. И спасибо за тот почти 80-летний опыт. Насколько я понимаю, в следующем году у школы-студии юбилей. Вот. И благодаря этому опыту, благодаря тому, что вы с нами им делитесь, мы получаем возможность нести это дальше. Также я очень благодарна Ольге Евгеньевне за ее внимание, за ее очень трепетное отношение к проекту. И я, конечно, не смогла учесть все ее комментарии, вот, но тем не менее я ей, правда, очень и очень благодарна. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Большое спасибо, Ольга. Очень рад видеть вас в Казани. Скажите, пожалуйста, вот у вас там мост в 3D формате я видел. Да. Перилы только с одной стороны. Да, на планировке я специально оставила перила с одной стороны, чтобы не мешало, ну, как бы лишний визуальный мусор. С задней стороны предусмотрены стойки, на них будут натянуты троса. Также такие троса для страховки актеров в проходах, да, то есть накидная лестница, идет проход, и там есть накидной трос. Я выбрала троса, чтобы они не мешали визуальному восприятию декорации. Если у театра будет такая возможность, я попрошу их зафалькировать, чтобы их было именно передние троса. Задние троса, конечно, я буду подсвечивать и дополнительно по краю своих щитов можно нанести белую полоску, которая будет сигнализировать актерам, что дальше находится край. Это очень важно. Спасибо большое. Да, я за безопасность артистов. Да, конечно, я тоже за безопасность артистов, потому спасибо. как технолог я должна отвечать за это в том числе. Большинство художников не любят артистов. Говорят, Ну, черт с ними. Я говорю, черт с ним, когда дело идет о свете. Потому что я как бы категорически против того, чтобы засвечивать и давать именно актерский свет, потому что свет в драматических спектаклях должен быть драматическим, и он должен быть таким же актером, таким же инструментом художника, как и все остальное. Спасибо вам за рассказ, Ольга. У меня к вам такой вопрос. Работает? Я вроде громко. Вот вы художник-сценограф этого решения. У вас в театре есть завпост или какой-нибудь художник-технолог? Вам про какой театр рассказать? Севастополь. Ну, дело в том, что у нас в Севастополе 4 театра. Если мы говорим о театре Луначарского, то на текущий момент там нет завпоста. Он ушел. Вот, очень хороший человек, мой друг. Он по образованию электрик, но, к сожалению, есть определенные проблемы. Если мы говорим о театре, в котором я работаю сейчас художником-постановщиком, была главным художником театра, то у меня есть определенные проблемы, но я бы не хотела бы их озвучивать. Да нет, не надо. Я к тому спрашиваю, как вы думаете, где заканчивается ваша зона ответственности как художника, постановщика, и где начинается зона ответственности технолога, ну, либо завпоста, неважно, если это небольшой театр. Поскольку вы демонстрируете достаточно доскональную разработку, и технологическую в том числе,
которые, собственно говоря, диктуют уже какую-то направленность решения технологического. И вот как вы думаете, где грань того, в чем вы уже не должны, наверное, участвовать и участвовать только с точки зрения художественной? Да? И понятен мой вопрос? Да, мне вопрос понятен. Я просто думаю, как на него ответить, потому что для меня, если я работаю с художником, а мы говорим о художнике-технологе. Если я работаю с художником по свету, я предпочитаю доверять этим людям и доверять команде. И фактически многие решения, они вырабатываются совместно. То есть, конечно, я не могу как художник-постановщик заниматься разработкой конструкторской документации. Я уверена в том, что технолог лучше справится с рабочей документацией, но я должна максимально подробно объяснить ему, как декорация работает, чтобы он понимал то, что мы должны получить на выходе, потому что у нас у всех общий результат — это хороший спектакль. И поэтому вот так. Это очень важная тема, поскольку я не зря сказал слово «зона ответственности», потому что, нарисовав какое-то задание конкретное, вы за него сразу начинаете отвечать. И, по сути, технолог может сказать, что вы так придумали. И если что-то не получается, то вы получаетесь крайним человеком, что не должно быть, собственно говоря. И здесь работа и этика отношений технолога и художника-постановщика заключается в том, что вы даете задание по образному решению, задаете задание, может быть, даже от режиссера, как это должно работать. Там не должно качаться, не должно раскачиваться. Панели, эти стены должны подниматься, не раскачиваясь и так далее. Вы, конечно, даете там эскизы, как это расписать. Но вы потом работаете с художником-технологом, и он вам должен предлагать решения, конструктивные, технологические решения реализации вашего замысла. И тогда здесь вы работаете в спайке, и здесь четко есть грань отношений, кто за что отвечает. И результатом работы, хорошим результатом работы является ваша художественная часть и хорошая работа художника-технолога, которого не должно быть видно. Спасибо большое, но вот дело в том, что я ставлю спектакли, и получается, что мне приходится брать на себя эту функцию, потому что, например, завпосты не умеют чертить, не умеют ставить задачи цехам, и когда я прихожу в цех, и цех видит чертежи, цех говорит: боже, у нас будут полноценные чертежи, и очень этому люди радуются, поэтому мне хочется радовать цехам. И получается, что я спасибо, Артемий Сергеевич, вот я надеюсь, у меня будет такая возможность работать с профессиональным технологом, потому что над сложными проектами это действительно очень-очень-очень важно и нужно. Спасибо. Я только хочу поблагодарить и поздравить. И это было очень здорово. Классный проект. И я желаю реализации полноценной, полноформатной и гастролей, и дальнейшей прекрасной творческой карьеры. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Спасибо вам. Виталий Васильевич, есть у вас вопросы к Ольге? Я хотел просто... Оля, привет. Мы немножко с ней знакомы. Здравствуйте. Да. Вот. Я помню, этот разговор в 2016 году, да, был, когда хотел пойти уже учиться, да? Да, я работала в театре Луначарского, Да. я возглавляла пиар-службу театра. Да. Да, Я помню ваш приезд. Вот. Я тебя поздравляю с тем, что ты реализовал свою мечту. Спасибо большое. Отличная защита. Да, и я помню, кстати, у нас была там история со световыми башнями. Да. Вот. И я Много историй было, да. Да, и я после этого вот прямо свет полюбила, потому что решила в этом разобраться. Угу. Поздравляю. Спасибо. Спасибо большое, Ольга. Но от себя могу сказать, что я вообще всеми участниками этой программы замечательно восхищаюсь, и вами восхищаюсь тоже очень-очень сильно, потому что я знаю, какая колоссальная нагрузка есть, много творческих проектов, как это тяжело работать и учиться параллельно. Я вас тоже поздравляю с очень достойным результатом. Я абсолютно уверена, что вы на этом не остановитесь, что вы будете еще продолжать расти, изучать все новые программы, новые технологии, потому что вы очень человек
которому нужно развитие. И вот я вот желаю, чтобы вам хорошие люди попадались, команды складывались, хороших театров, профессиональных коллег. Вот, поздравляю вас с прекрасной защитой. Спасибо, Ольга Сергеевна. Для защиты приглашается Куделькин Павел Владиславович. Добрый день, меня зовут Павел, я из Мурманского областного драматического театра, работаю художником по свету. Вот в этом театре я не так давно, но уже к нему прирос, можно так сказать. Тема моей аттестационной работы — это адаптация светового решения спектакля «Доходное место» по пьесе Островского для сцены к светотехническому комплексу Мурманского областного драматического театра. Авторы: режиссер Роман Самгин, лауреат премии за лучшую режиссуру «Московский дебют», также обладатель премии «Лучший спектакль» на фестивале в Брно. Виктор Шелькрот «Сценография» и Евгений Виноградов «Свет», также обладатели премии «Золотой маски» и премии «Музыкальное сердце театра». Художественная часть проекта. От художника мною были получены макет, также чертежи общего вида декорационного оформления спектакля и планировка. Немного о планировке. Планировка строится по принципу золотого сечения, и, как говорил сам автор, что он начинает разработку декорационного оформления, исходя из планировки. То есть сначала он видит декорацию в плоскости, далее он начинает ее воспроизводить. Несколько фотографий спектакля. Тут мы видим, как художник по свету реализует пространство, деля его на разные сегменты, можно так сказать. То есть у него есть как локальные зоны, так и общие игровые, подчеркивает светом декорационное оформление и, в принципе, декорация начинает быть более воздушной, прозрачной и функциональной. Также мы видим, как с помощью световых решений разделяются зоны работы актеров. То есть, вот, извините, пожалуйста, волнуюсь, первая презентация в моей жизни. Хотел бы еще сказать, что трансформации у декорационного оформления нет. Существует прием, такой фокус. Из планшета сцены вырастают столы. Вот. Все это сделано, ну, это механика, которая работает за счет монтировочного цеха, то есть без приводов. То есть конструкция простая, легкая и позволяет, в принципе, не выводить туда узлы электрической механики. Театр. Мой театр основан в 1939 году. В 2021 году проведена полная реконструкция здания. Обновлены абсолютно все комплексы театра, свет, звук, механика. Также мной был составлен план сцены, исходя из документации проектной по реконструкции здания. Исходя из предоставленных материалов художника, мною была разработана 3D-модель декорационного оформления. В принципе, также я ее вписал в архитектуру сцены, исходя из чего дальше мне позволило сделать световую планировку, направку и адаптировать решение художника по свету. Планировка была составлена тоже уже на сцене Мурманского областного драматического театра с учетом всех штанкетных подъемов и возможностей сцены. Также был сделан разрез, проектная документация.
я составил подробную монтировочную опись, в которую были включены изображения элементов декорационного оформления, краткое описание и габаритные размеры. Также учел систему хранения и спецэффекты, которые используются во время спектакля. Декорации общего вида. Все декорационное оформление состоит из стенки дугообразной, павильона, настила планшета и подвесного потолка. Я взял для разработки дугообразную стенку. Также разбил, получается, на элементы составные. В чертежах указываю материал и фактуру стены. Также в чертежи я ввел QR-код, который с ссылкой на трехмерную модель декорационного оформления, чтобы при необходимости можно было все это посмотреть в среде, так сказать, 3D. Вот. Также указываю, разрабатываю потолок. То есть далее павильон. Павильон состоит из аналогичных конструкций, то есть они отличаются лишь габаритными размерами. Принцип сборки павильона у нас такой, что сначала устанавливается станок, потом собираются стенки, крепятся, и в принципе павильон готов. Настил павильона на 35, получается, сантиметров выше основного настила. Также я привожу габаритный чертеж элемента мебели, также с QR-кодом, который отсылает именно на трехмерную модель этого элемента. Производственно-экономическая документация. В ходе работы над проектом мною были составлены смета овеществленных затрат, смета неовеществленных затрат и сводная смета. Получается, что весь спектакль вышел у меня по итогам сводной сметы примерно в 7 миллионов рублей. То есть это состоит часть гонораров 2,5 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей получилось оформление. Документация по прокату спектакля. Мною была составлена полная инструкция по подготовке и проведению спектакля, уже с учетом на сцене Мурманского областного драматического театра. Также привожу перечень декорационного оформления, электробутафории, спецэффектов, полностью монтаж декорационного оформления и подготовка к проведению спектакля. Вот. Демонтаж, соответственно, указываю меры по охране труда. Вот. И переходим к свету. То есть тема моего проекта — это световая адаптация спектакля. Это очень важно для театров и спектаклей, чтобы работа выглядела максимально приближенно к премьерной, к премьере. Вот. Данная схема была составлена мной уже после переработки проекта, которая позволяет полностью повторить световую партитуру художника без внесения дополнительных приборов постановочного освещения. Также я привожу партитуру направления технического комплекса театра, привожу высоты софитов и штанкетов, также план светового оборудования, которое используется для спектакля, пример направлений световых приборов, где указаны тоже фокусировки, градусы, места установки. Вот. Несколько картин, смоделированных в Capture. Получается, сохраняем, максимально приближаемся к работе художника. Вот.
И мной был составлен технический график гастролей. Гастроли я рассчитывал, опять же, на сцену Мурманского областного драматического театра из Москвы. Ну, то есть, вот. В нем указаны все сотрудники театра, которые необходимы при монтаже спектакля. Также все время, которое указано в этом графике, оно согласно графикам работы театра. Вот. Спасибо. У меня все. Извините, пожалуйста, волнуюсь. Вот. Хотел бы поблагодарить школу-студию МХАТ за возможность, за огромный вклад в нас. Каждый из наших педагогов максимально с нами работал, делился своим опытом, что, в принципе, очень важно для нас. Я надеюсь, что мне в дальнейшем это поможет более точно работать в театре. Вот. Также хотел поблагодарить авторов данного спектакля. На всем протяжении проекта мы были на связи, то есть на все задаваемые мной вопросы помогали, отвечали. Вот. Так что спасибо большое. На этом все. Вопросы? Виталий Васильевич, может быть, у вас есть вопрос? Ну, у меня вопросов нету. Я сейчас хочу посмотреть еще «Райдер» спектакля. Вот, а по проекту вопросов нет. Спасибо за рассказ. У меня вопрос по монтажу спектакля. Там замкнутая вся структура, планшет, фонарик, стена, потолок, все замкнуто. С чего начинается монтаж и как обеспечить правильный угол изначально разворота этого пандусного настила? Он же пандусный, да, немножечко с небольшим углом. И чуть-чуть развернут, собственно говоря. Вот в этом заложена какая-то сценографическая динамика. Вот как вы думаете, как обеспечить правильный угол и с чего начинать монтаж? Монтаж мы начинаем с подвесного потолка, соответственно, то есть и уже исходя от него мы выстраиваем угол планшета. То есть они должны быть параллельно, то есть угол наклона потолка и планшет. Вот. Есть То есть смещенная ось, там нет четкой геометрии, соответственно, там нет перпендикулярных каких-то линий. Как задать изначально правильное направление линии планшета, которую вы выстилаете, наверное, с лица, с авансцены? С авансцены, да. Получается, исходя из планировки, то есть мы все размеры выстраиваем от красной линии. Извините, тоже. Разметка, то есть. Да, размеры, которые идут. Виктор Ильич в лучших традициях театра Ленком и Олег Иванович Шинца все в миллиметры вписывает и уголочки все подрезает там, под порталы и так далее. И есть замки. Да? Получается от замков. Да. И здесь вот есть задача либо слева направо начинать, либо справа налево, либо спереди идти и куски потом какие-то вставлять и так далее. И вот это как бы технологическая важная задача, потому что неправильно изменив наклон истории, станет конструкция, декорация вся не так. А обидно, когда художник приходит в зал на гастроли, потому что говорит, все хорошо, замечательно, но на 20 сантиметров все, пожалуйста, правее. Да? И были такие случаи с Олегом Ароновичем, там Юнону поставили в ДК Выборгском, да, все хорошо, так вот давайте на 20 сантиметров все правее. Все разбирается и заново монтируется. Вот. И поразмыслите, как, что надо за разметку сделать такую. Ну, в принципе, это не такой сложный вопрос. Получается, необходима разметка, то есть обозначение именно замков. То есть где будет установлен первый. И от него уже выстраивать. Получается. Ладно, хорошо. Есть осевая линия и есть сценическая какая-то отправная перпендикулярная линия. И от них можно уже тогда выстроить все геометрию правильно. Спасибо. У меня вопрос такой. Вот этот фонарик, который стоит, ну, павильончик, который стоит внутри
этой подковообразной стены. Ну, там, где пол на 30 Я понял, сантиметров выше. Там в окнах что-то вставлено? Там поликарбонат в окнах? В окнах вставлена, получается, в центральном окне идет светодиодная подсветка. Да, я имею в виду, что в рамах поликарбонат, остекление есть? Да, конечно, это поликарбонат. Вот 2-миллиметровый расчет. А вот вопрос, 2 миллиметра тоненький очень. Вопрос такой, нет ли там рисков отражения из зрительного зала на этом стекле? Риски есть. Ну, они, получается, если правильно выстраивать угол освещения, то они будут идти на планшет, что, в принципе, не помешает сценографии, придаст и, ну, краски, получается. Вот. Понятно, хорошо, Да, спасибо. Да. Павел, вот вы работаете художником по свету, да? Вот скажите, пожалуйста, до начала обучения вы использовали какие-то программы визуализации? То есть, ну, вот сегодня уже многие упоминают Capture, да? То есть смысл этой программы в том, что вы можете смоделировать, да, освещение, да, проект художественного освещения, но при этом получаете еще и точную документацию, да, чертежи, которые, то есть это такой синхронизированный процесс. С одной стороны, решение художественных задач, с другой стороны, это документация сразу четко. Вы какие-то программы использовали, и считаете ли вы, что вот программа Capture является оптимальной для решения задач? Что вы на этот счет думаете? До обучения в школе-студии я не использовал таких программ, то есть по старинке, так сказать, мы свет делали всегда в театре. Да, я хочу сказать, что данная программа очень помогает, причем не только в работе над новыми постановками, а также мы можем грамотно делать гастрольную документацию, если мы тем более знаем график гастролей заранее. Возможно, что в среде SketchUp и Capture мы можем предварительно подготовить как и планировки, посмотреть, как будут работать декорации, также сделать набросок световой партитуры. Да, эта программа очень помогает в работе. И вот сейчас у нас, получается, гастроли будут в сентябре в Белгород. И, в принципе, скорее всего, наша техгруппа будет заниматься именно вот визуализацией уже гастрольного варианта на площадке. Потому что проблема в том, что спектакль, который едет, он полностью завязан на механике сцены. Вот. Туда, куда мы едем, во-первых, она сокращена, во-вторых, все штанкетные подъемы ручные. То есть нам нужно посмотреть, просчитать. Я думаю, что SketchUp и Capture нам помогут. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Да. Подождите, мы еще вам слова заключительные. Руководитель ваш, художник по свету Евгений Александрович Виноградов, летит из Владивостока в данный момент в самолете, поэтому не может подключиться. Вот, но я от всех педагогов хочу вас поблагодарить за ваш оптимизм, за юмор, за то, что вы хороший товарищ. Вот, это было видно во время всех практик. Вот, у вас вообще замечательная группа сложилась. Вот, и очень приятно видеть, когда вы показываете свои проекты. Вы много спектаклей за это время успели выпустить, и у вас большая тоже нагрузка, и это очень качественный результат. Вот, и желаю вам успехов, не останавливаться и развиваться дальше. Могу ли я сказать? Да, Валерий Валентинович Фирсов. Я очень дернулся при слове QR-код, потому что во время пандемии у меня его не было. И такое, знаете, ощущение изгоя у меня было в это время. Нет, дело в том, что существует такая сентенция, что если хочешь чему-то научиться, иди преподавать. И я благодарен, что я у вас научился, что теперь вместо ссылок буду QR-коды вставлять. Да, как-то я не догадался сам. Спасибо за эту возможность совместного прекрасного времяпровождения. У меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляем, Павел.
Для защиты приглашается Никита Сергеевич Соколов. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Меня зовут Соколов Никита, и я из Нижнего Новгорода. Работаю в должности бутафора в Нижегородском академическом театре кукол. Темой моего диплома художественная технологическая разработка, да, «Мам-кот», адаптация гастрольного варианта спектакля «Мам-кот» и под сценическую площадку Нижегородского театра комедии. На первом курсе у меня была возможность посетить театр имени Маяковского, и я попал на спектакль «Мама-кот», и меня поразило решение художественного и технологического плана. На этом слайде вы видите творческую группу, которая работала и принесла в спектакль очень много современных элементов. Выпуск спектакля произошел в сентябре 2013 года и пользуется до сих пор очень популярностью. И, в общем, спектакль детский, но он ориентирован на все возраста. С помощью фотографий я вам хочу показать, как выглядит оформление спектакля. И на этом слайде мы видим начало спектакля. Зритель видит суперзанавес, в котором присутствует круг, который обтянут, то есть используется как проекционный экран. В нем появляется главная героиня. Да, хочу упомянуть, что спектакль затрагивает и экологические, и очень сложные темы, как смерть и принятие себя. Действие спектакля происходит в портовом городке, и на данном слайде мы видим, что используются станки, фурки. Да, есть такое. Это же водная гладь, да, и контейнеры, да, которые плавают в воде. Настил имитирует водную гладь, и персонажи по ней передвигаются с помощью фурок и скейтбордов. Да, еще хочу упомянуть, что присутствует смена день-ночь с помощью задников, которые художественно имитируют солнце и месяц, и также цветовыми решениями. У фурок также присутствуют элементы накладок, которые позволяют комбинировать и более индивидуально выделять конкретные элементы декораций. Круг используется максимально, то есть в каждое действие круг вращается по часовой или против часовой.
Также у зеркала сцены мы можем увидеть станки, которые, так как это водная гладь, имитация колебания воды происходит с помощью пружинных блоков под станками. Во втором акте зритель видит корабль, в котором живут главные персонажи. Что могу сказать о корабле? Корабль собирается из всех фурок, которые вы видели ранее. Добавляется только нос корабля и вышка. Также можно сказать, что это символизирует вклад персонажей в чайку, которая растет вместе с ними, и они воспитывают ее. Поворот круга позволяет увидеть декорации во всех ракурсах, в данном случае корабль. Ближе к последней сцене спектакля происходит опускание такого элемента, как небо, и позволяет с помощью индивидуальных подъемов происходит еще полет главной героини. Да, используются для спектакля различные интермедийные элементы. Присутствует как проекция и AR-проекция. На данном слайде мы можем увидеть декорационное оформление элементов фурок. Также можно сказать, что очень много реквизита присутствует в спектакле. И присутствует и мебель, также и иконографии. Мы можем увидеть, что художник тем концепции взял современный порт, экологические бедствия и контейнеры. Также хочу выделить фактуры, которые используются в спектакле. Контейнер, древесина, различные потертости, позолота. Это можно увидеть на вывеске кафе одного из персонажей. Я провел анализ сонографии, и в центре композиции больше всего выделяется круг. Круг символизирует смерть и рождение, и различные перенос спектакля на сценическую площадку Нижегородского театра комедии. Для меня был это интересный опыт, и так как площадка поменьше театра Маяковского, мне пришлось отказаться от некоторых элементов, тем самым, чтобы вписать декорации на сценическую площадку. Тем самым я пытался не повредить художественной части и технической. Нет, круг — это центр композиции, вокруг него все вращается. Нет, я отказался от элементов малых контейнеров, которые имитируют островки, чтобы вписать декорации. Когда я обратился в театр комедии и поговорил с творческой группой, которая работает в театре, оказалось, что у них нету паспорта сцены.
Вот. И также я разработал паспорт сцены. То есть в разрез, тотальный. Также в процессе работы, чтобы вписать корректно декорации, я сделал сводный чертеж, что позволило более продуктивно в дальнейшем работать. В дальнейшем я используя программу SketchUp, я сделал 3D-модель спектакля. На данном слайде вы можете увидеть, что в итоге получилось. Также, чтобы проработать световую часть, мною было использовано программное обеспечение Capture. На слайдах можно будет увидеть, каким образом используются световые приборы в этой программе. То есть они позволяют имитировать свет реальных приборов. Также я разобрал покартинно спектакль, чтобы эта документация поможет монтировщикам собирать спектакль более продуктивно, корректно и эффективно. Также мы можем видеть, как происходит смена декораций. Мною был разработана вся перечень дирекционного оформления. На данных слайдах мы можем видеть, как так и станки, и фурки, и также мягкие декорации. Здесь мы видим, что из себя представляет корабль. То есть это сборочный чертеж общего вида. Также такого элемента, как суперзанавес и малые контейнеры. Присутствует также фурка для музыкантов, которые являются неотъемлемой частью спектакля. Музыканты выступают открытым планом, и также представляют персонажей, которые второго плана в спектакле. Также, чтобы фурки не вращались, а используется элемент стопор, который по краю круга спереди располагается. То есть каким образом он используется? У фурок с передней части есть такой элемент стопор, который во время спектакля с персонажами опускается, и фурка останавливается на одном месте. Происходит вращение круга, и появляется из-под задника следующая фурка. То есть тем самым они как бы передвигаются по водной глади, и происходит действие. Также хочу сказать, что используется сценическое пространство прям по максимальному, и оркестровая яма тоже используется. На данном слайде мы видим сетку, которая покрывает оркестровую яму. Мягкие декорации, то есть задник солнца, задник месяц. Такие элементы, как тент кафе и парус персонажа, который устанавливается на фурку.
такой элемент, как с левой стороны вы можете видеть как небо, с правой стороны как вышка. В данный момент вы видите технологические чертежи, которые позволяют цехам изготовить декорацию. Мною выполнен расчет лестницы. Также я изготовил чертежи, сборочные чертежи, которые позволят монтировщикам собрать декорацию. Но с корабля в данном случае. На этом слайде вы можете увидеть техническое задание, в котором такой элемент, как вышка. Сам элемент, он не совсем простой, так как внутри вышки находится барабан, к которому закрепляется актриса с помощью петель, и ее начинает вращать. Вот. Также выполнены чертежи общего вида таких элементов, как реквизита и мебели. Дальше могу сказать, что я выполнил всю перечень документов, которые требуются для работы. Здесь мы можем увидеть план сцены, где располагаются все элементы световых приборов. Сзади я закрепил еще рендер, чтобы присутствовала световая партитура. Также мною было выполнено распределение по еврофуре декорациями, что позволяет увидеть, каким образом располагаются декорации в фургоне фуры. Да, я взял еще самый крупный фургон. Это обуславливается тем, что с экономической частью проще загрузить одну фуру, и чтобы она отправилась в путь, нежели несколько фур. Спасибо, Никита. Вот такой вопрос у меня к вам. А сколько по времени монтируется спектакль? Спектакль монтируется 4 часа, 8 монтировщиков работают над монтировкой. Понятно, спасибо. Виталий Васильевич, есть ли у вас вопросы к Никите? Да, у меня есть вопрос. Я хотел бы поподробнее уточнить, какое покрытие планшета сцены и круга. И второй вопрос, чуть-чуть про видео расскажите, пожалуйста. В данной презентации видео не используется, только фотографии. Вот. А насчет Нет, про видеоэффекты, про видеоэкран. Прошу прощения, видеоэффект используется проекция на суперзанавес и арьер-проекция на проекционный экран за небом. Вот. Спасибо. А про покрытие планшета сцены и круга, что это за материал? Так как фурки могут стопориться на покрытии сценической площадке, мною было принято решение использовать фанеру, которую сейчас прошу прощения. Да, для начала берется
цельный поликарбонат, покрывается с обратной стороны акриловой краской. Также используется автомобильный герметик, который помогает стыковать лист сотового поликарбоната с листом фанеры. Лист толщиной 0,5 мм, а фанера используется 12. Да, и при изготовлении данного элемента по краям изготовляется выступ, чтобы стыковать корректно каждый элемент. Спасибо. Никита, а при работе над аттестационной работой у вас были какие-то материалы из театра Маяковского, либо вы полностью работали, опираясь на фотографии? Как таковой планировки не было, только скорее как технический рисунок присутствовал. Именно поэтому я и разработал паспорт сцены. Также у меня был доступ к сцене, чтобы можно было все промерить и проверить. Спасибо. Просто я спрашиваю, потому что спектакль очень такой многодельный, много объектов, сложной конфигурации. Просто вы большую работу еще художественную выполнили при выполнении даже чертежей общего вида. У меня вопрос про полет. Вы сказали, на индивидуальном подъеме происходит. Да, так? есть такое. Это индивидуальный подъем? Ой, прошу прощения, индивидуальные подъемы используются в таком элементе, как суперзанавес, так как штанкеты сценического пространства могут только поднимать 100 килограмм. Мною было принято решение использовать индивидуальные подъемы, а для поднятия актрисы используется полетное устройство. Правильно. У меня маленький вопрос по поводу сетки над оркестровой ямой. Скажите, пожалуйста, цель использования сетки какова в данном случае? Так как пространство используется и авансцены, и площадки, то есть этот элемент используется как в художественном плане. Вы могли увидеть, на сетке располагаются прорези, из которых выглядывают актеры, вот, которые отрицательных персонажей играют крыс. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы слово предоставим руководителю Никиты, Николаю Михайловичу Попову, если он на связи. Да, добрый день. Здравствуйте, Николай Михайлович. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день, курсанты. Ну, честно сказать, я не могу какую-то прямо речь такую толкнуть хорошую про Никиту, потому что Никита человек, который не определился с тем, кем бы он хотел быть. Он очень любит детские спектакли, и, как вы заметили, о спектакле в большей степени рассказывает с точки зрения сценографа и художника, и выбирал его в том числе по этим критериям. Я очень рад, что Никита довел его до конца, что смог выполнить большой объем работы, в частности, радует, что за неимением каких-то материалов из театра он смог проанализировать сценографию по изображениям и создать огромное количество моделей. Это очень большая работа была проделана. И хочется отметить отличную работу по созданию планировки. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Никит, я тоже от себя хочу вас поздравить с тем, что наконец этот волнительный момент для вас завершился, потому что вы человек очень скромный, порой сложно вам говорить, но при этом трудолюбивый. И я думаю, что сегодня многие тоже заметили, что вы очень увлечены
и этим спектаклем, как у вас загораются глаза, и как вам интересен сюжет. И вообще отдельная история, как Никита еще увлекся описью на костюмы, то есть там просчитал лучше всех все в группе и разобрался. Поэтому и параллельно я знаю, что вы осваиваете и программу Cinema. То есть у вас очень большой потенциал. Я вам желаю меньше волноваться, вот, потому что вы человек очень способный, и обязательно у вас все получится. Я вас поздравляю. Спасибо. Да, я хочу сказать спасибо всем преподавателям, которые мне помогли в этой нелегком деле, но для меня это был большой опыт участвовать в данном проекте, и в дальнейшем, я думаю, это может даже кардинально изменить мою жизнь. Спасибо. Для защиты приглашается Никита Викторович Коломейцев. Здравствуйте, меня зовут Никита Коломейцев, я из Санкт-Петербурга, театр БДТ, художественно-производственные мастерские. Моя аттестационная работа на тему художественно-технологическая разработка декорационного оформления спектакля «Ближний город». Это спектакль по современной пьесе прибалтийского литовского драматурга Ивачкавичуса, который на самом деле широко известен в России. Он ставится у нас и ставился, конкретно этот спектакль ставился примерно 3 раза у нас в небольших театрах и многократно ставился в европейских странах от Франции, Финляндии, в Польше. Это пьеса о том, что люди в современном мире очень часто начинают расходиться, разъединяться, увлекаясь какими-то своими пространствами и в конечном итоге теряют связь между собой, любовь между собой и в конечном итоге саморазрушаются и погибают. Команда этого спектакля это Хуго Эриксон, режиссер, он ученик Туминса, ставил во многих театрах, в том числе Вахтангова и Александринки. В последнее время он очень плотно работает с художником-постановщиком Юта Ротте, это российская художница, которая поставила большое количество спектаклей с очень интересной сценографией, почему-то пока не отмечены никакими премиями и всем остальным. Вот. Значит, мною были получены от художницы эскизы, которые соответствующим образом были проанализированы. Стало понятно, что декорация, несмотря на свою кажущуюся простоту, имеет очень много вопросов и проблем, которые очень интересно решить технологически. Ну, например, вот, да, вот есть вот большой павильон, он высотой 7 метров, шириной 11 метров. Вот у нас на нижнем уровне открываются ворота, там появляется вначале одна комната. Потом, после того, как ворота закрываются, открываются, там появляется другая комната. Следующим этапом нижняя комната с небольшими изменениями по мебельному оснащению оказывается наверху, на верхнем уровне. И в конечном итоге верхняя комната тоже соответственным образом исчезает, и там появляется некое белое безграничное пространство со всякими световыми эффектами, в том числе падающим снегом. В процессе анализа стало понятно, что данная декорация требует серьезной адаптации с точки зрения сценической площадки. То есть она явно рассчитана на развитую нижнюю механизацию. Вот. Ну, кроме всего прочего, были получены костюмы, было, соответственно, по костюмам тоже проведена работа, но в данном случае это не совсем относится к декорационному оформлению. Поскольку я этот спектакль
предполагая, что он будет ставиться на большой сцене Большого драматического театра, хотелось бы немножко остановиться на современных технологических особенностях и технических особенностях большой сцены. Дело в том, что в Большом БДТ была проведена реконструкция, и сцена стала, с одной стороны, она стала предоставлять большие возможности для своей трансформации, потому что она состоит из площадок, которые можно вынимать, заменять эти площадки какими-то модульными нижней механизацией и соответствующим образом конфигурировать площадку по своему усмотрению так, чтобы максимально извлечь художественную, как сказать, соскочить в сторону не получится, поэтому я решил его сделать разделенным на две части и раскатывать в стороны, и, соответственно, замещать его тем павильоном, который его приходит на смену. Вот были составлены, соответственно, картины с теми позициями элементов модели, которые есть, и стало понятно, что это решение в себя оправдывает по многим причинам. Ну, вот, например, да, вот здесь вот все находится на своих местах, здесь тоже все находится на своих местах, поэтому сзади не показывается. И вот мы заменяем павильон нижний, то есть мы раздвигаем, соответственно, нижнюю, называем ее квартира, задвигаем туда отель, и имеем эту возможность на самом деле сделать многократно, туда-сюда гоняя. Это вот бесконечное снежное пространство, павильон поднимается наверх, здесь для наглядности он поднят на небольшую высоту, но на самом деле его можно почти поднять под колосники хотя бы. И, соответственно, здесь заливается все светом, включается дым машины, включается снег машина, и, в общем, получается вот такая красота. Были сделаны планировки. Тоже у меня сделаны планировки под соответствующие позиции, да, художественные, которые сценограф запланировал, картины. И в плюс, на самом деле, вот эта концепция еще говорит то, что в результате декорация не зависит практически от развитости механизации театра. То есть вот конкретно такое решение технологическое, оно позволяет выезжать практически на любые площадки с соответствующим подъемным оборудованием, грузоподъемностью, хотя на самом деле декорация не настолько тяжелая. Ну и плюс, опять же, геометрические параметры сцены, в частности зеркало и площадь планшета. Вот. Сделаны, соответственно, также разряды, тоже по картинам. Вот. И с вот этой черновой моделью, после того, как были определены, что все хорошо, все геометрически укладывается, началась разработка чертежей общего вида. Мягких декораций, павильона, станка и кабинетов, комнат, павильонов. Также были сделаны, опять же, в рамках работы мы должны были предоставить чертежи общего вида для мебели. Вот. Для того, чтобы начать уже, собственно, конструирование, перед началом конструирования, нужно было определить геометрические параметры для несущих ферм, потому что у станка, на самом деле, там очень большой проем, порядка близкий к 6 метрам. Были найдены, опять же, или определены, точнее, условия расчета, определены нагрузки, максимальная нагрузка, которая приходится на одну ферму в самом тяжелом случае, исходя из того количества актеров, которые предполагал режиссер. И был написан калькулятор, который решал обратную задачу. То есть мы знаем нагрузку, мы знаем ту трубу, которую мы используем, профильную, и мы можем и задаем еще прогиб, необходимый прогиб, который мы хотим запрограммировать. Почему прогиб важен в данном случае? По той причине, что даже прогиб 1% для такой длинной фермы — это почти 6 сантиметров.
А у меня там под этим настилом, под этой всей конструкцией ездят комплексы. Соответственно, чтобы не было задевания, было принято решение сделать прогиб, поконструировать под прогиб 1 сантиметр. Ну, в общем, на калькуляторе было понятно, стало понятно, какой высоты ферма. И, собственно говоря, после этого можно было, опять же, уточнив чертежи общего вида, переходить к конструированию. Вот, была сделана практически полная 3D-модель всего комплекса, с которой были сняты рабочие чертежи. Вот. Я постарался сделать так, чтобы все элементы были максимально унифицированы с точки зрения их составляющих деталей. Это облегчает производство, упрощает его, создает возможность, опять же, более эффективно использовать ресурсы. Этот проект, он предусматривает опору на производственные мощности художественно-производственных мастерских Большого драматического театра, то есть нашего. Поскольку я там давно работаю, то есть я мог оценить возможности, в том числе по специальностям и по областям, и, в общем, в конечном итоге эта конструкция подогнана именно под наши мастерские по производству. Так, а что такое? Там надо второй раз кнопочку нажать. Да, извините. Есть некоторые особенности, которые и оригинальные детали, и узлы, которые были в процессе этой работы разработаны. В частности, режиссер и художник хотели, чтобы вот эти ворота, которые открывают вид на внутренние павильоны, они сдвигались почти автоматически, но стало понятно, что автоматическое сдвигание с помощью концевых двигателей там, или чего-то еще, это слишком дорого, да и не нужно, и опасно. Поэтому, естественно, привод дверей ручной, но при этом, при всем, опять же, было возможно аж целых 3 варианта принятия конструкционного и технологического концепции вот этого всего. Я остановился вот на таком варианте с криволинейными направляющими, потому что это легко хранимо, легко разбираемо, легко ремонтируемо, легко контролируемо. И в случае, опять же, какой-то непредвиденной ситуации во время проведения спектакля, эту проблему с такой системой решить можно с помощью силового воздействия. Вот. Такие же направляющие, соответственно, есть наверху, да, и вот дверь вот скользит между этими 2 направляющими. Кривизна щели для направления, она рассчитана таким образом, чтобы дверь не цепляла при открывании и закрывании. Была разработана опорная каретка, которая является поворотной, то есть вот эти 2 нижних ролика, они скользят по направляющей, их соответствующим образом ее разворачивают и обеспечивают плавность хода. Кроме всего прочего, в этой работе была разработана, опробована, сколько заметим, в реальной жизни система бужа с плотной посадкой. Идея была подсказана наработками Вахтанговского театра. Они используют для узких рамок конус Морзе, который точат у них токарные мастера. У нас токарные работы с такой точностью мы проводить не можем по разным причинам, поэтому было решено сделать нечто, чтобы могло заменить конус Морзе. В результате получилась вот такая призматическая конструкция, вот, которая соответствующим образом позволяет простым способом сделать рамку, не качающуюся в месте бужевого соединения. И плюс ко всему прочему, она гораздо более легко разъемна и гораздо более легко монтируема, нежели традиционный буш с различной формы. Вот. Были разработаны катки для подкатных площадок комнаты и отеля. Я решил в данном случае, поскольку там большая площадь поверхности и нагрузка должна быть тоже распределенной достаточно хорошо, сделать это из модульных катков для подкатных площадок.
и которые соединяются между собой расшивными элементами. Ролики прямого хода, но опять же в данном случае у нас покатные площадки движутся в одном направлении туда-сюда. Масса павильона позволяет в случае чего скорректировать движение силами монтировщиков. Ну, кроме всего прочего, поскольку у меня потолок павильона, да и не только павильонов комнат, точнее, он горизонтальный, павильоны комнат движутся, то, соответственно, рашпильное соединение в традиционном виде, оно имеет определенные риски, то, что петля выскакивает, падает, может в данном случае это создает риски аварии, потому что она может попасть под ролики, потеряться. Вот. Была, опять же, разработана, опробована, показана ХПЧ. ХПЧ заинтересовалась. Простая модификация стандартной шпильки пропилом и разведением щечек в стороны. То есть мы в результате получаем самофиксирующуюся шпильку, которая при этом легко вынуть, легко заменить, легко отремонтировать, и которой пользоваться на самом деле точно так же, как стандартной шпилькой. Эта система гораздо более удобна, с моей точки зрения, чем системы со стопорами на шпильках, которые там выпадают, как вариант из щели, и соответствующим образом, если они погнулись, шпилька намертво застряла в конструкции, а шплинтованный, как бы, шплинт для задержания шпильки, он тоже не везде применим, например, в угловых соединениях его применить невозможно. Вот. В результате вот этой конструкционной работы было подытожено количество материалов, это все внесено в соответствующие сметы, которые здесь, наверное, не имеет смысла показывать, смета и смета. И, в общем, в конечном итоге вот получилась сумма 9 с копейкой миллионов с учетом гонорарной части для постановочной группы. Гонорарная часть, в скобках, заметим, естественно, дана по усмотрению. Вот. Была сделана предварительная инструкция по монтажу и по проведению конкретно по каждой картине. Поскольку на самом деле спектакль еще до конца не поставлен, и он не поставлен в этом декорационном оформлении, было принято решение мною сделать инструкцию по монтажу конкретно по картинам, так же, как сделано планировки. Вот. И для того, чтобы проверить, собственно говоря, что же получилось, была сделана визуализация с применением программы CAPTCHA и со световыми эффектами, чтобы художник в случае чего мог посмотреть, соответствует ли замысел и результат моей работы его художественному представлению о том, что должно получиться. Вот. Ну, со своей стороны могу сказать, что в процессе работы и в процессе обучения в школе-студии МХАТ я существенно улучшил свои навыки работы в чертежных программах, ознакомился с большим количеством программ, которые я в том числе даже не знал. Научился применять алгоритмы, те, которые школа-студия МХАТ нашла для планомерного, качественного и профессионального выпуска спектакля. И, в общем, в конечном итоге большое спасибо школе-студии МХАТ, большое спасибо моему начальству, которое терпело мои лекции и практики, и, конечно, родственникам, детям, которые терпели, что папа нет дома, и он вместо того, чтобы заниматься домашними делами, сидит в очередной раз за компьютером и что-то чертит. Вот. В общем, вот. Спасибо большое, Никита Викторович. Очень рад. И вы вообще как пример того, что образовываться нужно и всегда новому научиться. У меня вот вопрос. Там вы сказали первый этаж и второй этаж. А второй этаж зрительного зала, я помню, вот это там же есть и ярусы.
второй ярус. Оттуда видимость какая? Видимость там есть, но на самом деле в Большом драматическом театре есть спектакль, который, ну, некоторому, ну, вообще, на самом деле, будем откровенны, сценограф, он решает картинку, как правило, и, к сожалению, с определенного места. И вот этот спектакль, он не самый плохой вариант для нашего зала. Со второго яруса там будет все видно вообще шикарно. С третьего яруса будет видно, потому что на самом деле, опять же, мы вот этот павильон, он задвинут назад. Вот есть такая еще тоже проблема небольшая. Это то, что эта сценография предусматривает достаточно серьезное отдаление комнат. Но я это не указал, к сожалению, не сказал, не обратил на это внимания. Дело в том, что в этих павильонах, комнатных имеется в виду, идет живая съемка. И эта живая съемка, она транслируется онлайн на вот этот вот серый часть. Да. То есть в данном случае всегда есть дублирующая информация. Вот. Так, спасибо за ответ. Спасибо. Виталий Васильевич. Да, у меня вопрос. На сцене БДТ сколько будет занимать по времени монтаж спектакля? Ну, я на самом деле ориентировался на похожий по насыщенности спектакль. Это, господи, сейчас, «Губернатор». Вот. «Губернатор» монтируется приблизительно 5-6 часов. Ну, вот примерно вот за такое время, это тоже, может даже быстрее, потому что здесь ничего особо сложного нет. Поясная сборка павильона, значит, и когда он уже собран, собирается станок задний, который вот, и, в общем-то, все состоит из простых деталей, крепится на болты, то есть это стандартная работа, которая вполне благополучно делается быстро. Губернатор я видел, да, я понимаю, о чем говорить. И еще я хотел уточнить, сколько стоит спектакль? У меня получилось 9,6 миллиона, но с учетом, опять же, гонорарной части, которая там приблизительно, как это, не гонорарной, а в данном случае скорее не материальные затраты, то есть это гонорары, плюс и поездки, плюс визиты, плюс там то все 5-10. Вот. Ну, в общем, там получалось в районе 3 миллионов у них. У меня. У них у меня. Спасибо. Спасибо. В общем-то, это похоже на правду на самом деле. Даже несмотря на то, что используется здесь, я не стеснялся в выборе материалов, вот. И алюминий, и поликарбонат сотовый, и оклейка тканями, и, в общем, в конечном итоге, ну, похоже на правду. Все равно получилось. Спасибо вам за рассказ, Никита. Но, поражаюсь вашему оптимизму. И постоянные слова, ничего сложного, все просто. Честно говоря, я вижу задачи художественные, которые здесь стоят. А я не сказал ничего сложного. Я сказал ничего сложного при монтаже. Потому что здесь, конечно, задача достаточно серьезная. И такое насыщение еще и внутренним светом, еще эффектами, еще любые трансформации эти все, и геометрия четкая, в которую должно все это вписываться. Это, конечно, сложные достаточно задачи. И на самом деле здесь можно либо много вопросов задавать, либо никаких вопросов не задавать. Я просто хотел вам сказать, что вот когда ничего не делаешь, тебе нет вопросов никаких. Вот это и пугает. Как что-нибудь придумаешь, сразу к тебе вопрос. Зачем, почему, кому это надо, почему нельзя было по-другому, или, ну, и так далее. И вы придумываете какие-то вещи интересные. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не боялись никогда этих вопросов, хотя любая идея должна бомбиться этими вопросами. Если она выдерживает эти ответы, значит, она правильная. Но я вам хочу пожелать, как вы практический человек, работаете в этой структуре. Это очень интересная деятельность, и увлекательный, и серьезный театр, потрясающий своей культурой, внутренней вообще духом и так далее. Вы в замечательном месте находитесь. И желаю вам творческого такого беспокоя, чтобы вы придумывали смело и настаивали на своем. И пусть даже совершаются ошибки какие-то, главное, чтобы не фатальные, но ошибки дают очень большой скачок вперед. Вы их должны осознавать и дальше работать немножко по-другому. Так что спасибо вам и
Вопросов Спасибо за нет. пожелание. А Ольга Евгеньевна у нас есть? Да, могу. Да, я совершила еще небольшую ошибку. Я забыла Ольге Евгеньевне предоставить слово после того, как Ольга Долгова защитилась, а Ольга Евгеньевна и у Никиты Викторовича, и у Ольги руководитель. Поэтому на двоих вам скажет. Вам слово. На самом деле мне очень повезло с студентами. Это было очень интересное время, и я думаю, что мы даже взаимно друг друга обогатили. Я тоже чему-то научилась. Вот. И к вопросу насчет того, что не бояться что-то придумывать, в данном случае в нашей команде бояться, это была моя роль, что мы просто не впишемся по времени. Вот, потому что Никита просто фонтан идей. Вот. И в этом смысле, опять же повторюсь, что мне настолько повезло с студентами, что у Ольги такая целеустремленность. И Никита так очень как бы заряжен на результат, что ли, и очень интересные как бы идеи. И как вы заметили, не ищет простых путей, а только какие-то сложные задачи. Что я даже не удивлюсь, если в скором времени мы услышим о том, что Ольга Долгова открывает свой театр, а Никита Коломейцев там технический директор. А я не расслышал. А можно еще раз? Еще раз в запись. Вот, так что спасибо большое. Высокого полета. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Никита Викторович, тоже от себя хочу сказать. Вот Артемий Сергеевич сказал бомбить вопросами. Вот как раз вы у нас человек, который всегда бомбит вопросами на любую тему, и это очень здорово, потому что это свидетельствует о том, что вы очень разносторонний человек, вам всегда на любую тему есть что спросить и есть что сказать, у вас очень уже большой и такой жизненный и профессиональный опыт, и вы очень интересный собеседник, и ну, вообще уже зрелый такой человек во всех смыслах. Я вот вам желаю действительно... Ну, потому что действительно у человека потрясающий опыт. Опыт, где только Никита Викторович не работал. Он разбирается в очень многих направлениях и знает множество нюансов. Вот, и я вам желаю действительно занять вот какую-то такую позицию, уже вы до нее дозрели, на уровне технического директора, вот быть человеком, который будет определять работу, делать это грамотно для большого количества людей. Вот. Я вас поздравляю, вы большой молодец, уважение. Вот. Нам будет без вас грустно, потому что вы всегда очень интересный собеседник. Спасибо. Вот. Там не видно, что я покраснел, нет? Никит, я еще буквально одно слово скажу. Я вот за вот эти все ваши вопросы, я вас хочу очень поблагодарить, потому что я сама чувствую, что мне они были необходимы для того, чтобы разобраться там в одной теме, в другой теме, потому что как бы в общем я могу по теме говорить, а когда вы начинаете про детали, какие-то про частности спрашивать, я понимаю, что ага, вот здесь я знаю, а здесь я не знаю, мне это самой надо изучить. Большое вам спасибо, и это по-настоящему классно. Всегда рад заходить еще. Поэтому называется специалист по техническим вопросам. Техническим ответом. Уважаемые участники, уважаемые педагоги, мы сделаем небольшой перерыв на обед. В 15:00 мы обратно возвращаемся в аудиторию и в Zoom. Всем спасибо. Recording stopped.
Раз, два, три. Вот это тихий. Ну, как бы в него, если говорить нормально, то он вполне себе. Вот этот с спикером. Потому что они волнуются, микрофоном машут. Раз, два, три, четыре. Да. Есть элементы декорационного оформления, мягкие декорации.
Участники, мы через минуту начинаем. Прошу подсоединиться. Включить колонки. Уважаемые участники, уважаемые педагоги, мы продолжаем. Ольга Сергеевна, слово вам. Для защиты приглашается Станислав Юрьевич Никитин. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Станислав Никитин. Я из города Санкт-Петербург, служу в Театре эстрады имени Аркадия Исааковича Райкина. Но спектакль я делал другой. Моя тема — создание технологического проекта декорационного оформления спектакля «12 стульев», Челябинский областной государственный театр драмы имени Наума Орлова. Не работает. Да. Как видите, я входил в постановочную группу, режиссер Илья Архипов, сценография Станислав Никитин. Спектакль по роману Ильфа и Петрова «12 стульев», всем знакомый. С чего начинается Родина, с чего начинается спектакль? С приказа. И я составил этот документ. Сам по себе спектакль создан в стиле кабаре. Центральным элементом является большой табурет. Вот он с разных сторон, каждый уникально. Артисты заходят на него, также встают наверх. Также сквозь него проливается вода, сквозь него проходит свет, то есть верхняя поверхность, она прозрачная. Имеет форму сетки. Также есть светящаяся вывеска. Сам спектакль, я входил в творческую группу, и он создавался следующим образом. У режиссера была идея, он мне прислал референс, из которого я сделал простую, примитивную модель, на которую мы начали потихонечку накручивать уже художественное решение. По итогу я сделал эскиз сценического декорационного оформления в программе SketchUp. Вот то же самое в разрезе. Ну и визуализация, чтобы можно было понять объем сценического наполнения сценической коробки. Вот костюмы у нас были созданы в полном объеме, все эскизы, в отличие от декораций, которые на основе моей 3D-модели. Мне пришлось полностью перечертить весь паспорт сценической площадки, потому что на официальном сайте и в распоряжении заведующей постановочной частью были только изображения в JPG, чего мне было, конечно, недостаточно для создания всех моих планировок, поэтому мне пришлось создать. Зеркало сцены этой площадки 14,8 метров на 8 метров, глубина сцены полная 21 метр. Всего имеется 54 штанкета, грузоподъемность у них небольшая, 150, но нам этого хватает. Из интересного, самое важное, это поворотный круг и поворотное кольцо, потому что на этом было завязано все решение оформления спектакля. Разрез. Так театр выглядит изнутри, зрительный зал. Как видите, зрительный зал расположен не прямо, так что мы это тоже учитывали при оформлении и при развеске одежды сцены. Ну что ж, я создал проектную документацию, сводный чертеж декорационного оформления с размещением всех объектов, участвующих в спектакле. Разрез, линия обзора, как видите, здесь тоже учтена. И фронтальная проекция. Всего я создал в спектакле 33 картины статичные. И на каждую из них я создал пакет документов, план, разрез, фронтальная проекция и спецификация всего около 140 страниц документов.
Создал чертежи общего вида элементов декорационного оформления. Самый важный и самый большой объект — это табурет, как я уже сказал, с разных сторон разный. Лестницы, лепнины, сверху поручни, потому что люди залезают наверх. Из мягких декораций у меня есть всего один объект. Это плакат, сделан из баннерной ткани. Почему? Потому что по нему тоже стекает во время спектакля вода. И мы бережем, если бы он был сделан из ткани, мы бы потерялись через какое-то время этот элемент, поэтому из баннера. Также есть две опускные стенки, они идентичны, но есть разница в том, что здесь они украшены венками, а здесь портретами. Есть бочка. Как я говорил, помните, сквозь табуретку течет вода. Она опускается прямо над табуретом, артист открывает вентиль, и из нее стекает вода. Есть стол-дверь, это тоже элемент жестких декораций, не мебели. Почему? Потому что, следуя из названия, это в том числе и дверь. В какой-то момент ее ставят на бок, она открывается, и через нее выходят люди, обыгрывается. Спереди она зеркальным пластиком зашита. Есть также, как мы называем, реквизит на секундочку. Люстра, все очень просто, она опускается, создает оформление и потом уводится наверх. Я сделал также чертежи общего вида на мебель, на два элемента. Первый элемент — это кресло-гроб. Вначале оно работает спиной в зал, оттуда видны руки мадам Петуховой. Потом она умирает, спинка откидывается, увозится все это в центр поворотного круга. Там оказывается беспризорник, который воплощает, по словам режиссера, образ НЭПа. Также есть стул. Как вы догадываетесь, наверное, в спектакле 12 стульев, но фокусных из них всего 4. Как сделан фокус? Есть обивка. Они полностью идентичны тем 8 бесфокусным. Да? В обивке сделан разрез и сделан дополнительный язык из той же ткани, что и вся обивка стула. На краю здесь липучка, здесь ответная часть липучки. Внутренность стула забита всяким мусором, там сено, в общем, набивкой стула. И в какой-то момент, когда нужно, артист перекрывает спиной фокус, у него микрофон, и за счет микрофона ловит отлипание липучки, получается такой треск, и дальше он разбрасывает мусор, язык подтыкает просто внутрь. Таким образом, мы получаем разрезание этого стула. Вся информация по всему декорационному оформлению собрана в монтировочной описи. Я привел только несколько страниц, у меня есть сценографическая партитура в этой монтировочной описи. Привел всего несколько страниц, вообще это большой документ, там больше 50 страниц. Вот только некоторые страницы из них по жестким декорациям, по мебели, по реквизиту. И также я создал монтировочную опись на костюмы. Я не делал все костюмы, я сделал только несколько, вот два из них. Это Киса Воробьянинов и это Елена Сергеевна Боур. Перейдем к производственной части. Самым сложным элементом декорационного оформления, опять-таки, табурет. Я буду про это говорить, потому что это центральный объект, он постоянно во вращении, и он самый сложный. Я сделал конструктивную разработку всех элементов жестких декораций, но сейчас я вам буду показывать только его, потому что он самый интересный, на мой взгляд. Есть сборочный чертеж на этот табурет. Как видите, со всех сторон его видно, он действительно со всех сторон уникален. Весь табурет я разбил на несколько сборочных единиц. Фасад 1, фасад 2, сиденье табурета, и остальные части. Вот сборочный чертеж на первый фасад, который тоже также состоит из колонн и балок. На второй фасад и на сиденье табурета, который состоит из множества частей. Пожалуйста, на 2 листах. Также есть еще подсборка. На колонны, на каждую колонну и на каждую балку у меня есть подсборки. Сборочный чертеж на колонну, каркас и зашивка. Я выполнил проверочный чертеж на прочность. Дело в том, что у меня туда на табурет залезают люди, и самым опасным местом мы посчитали середину одного станка. Дело в том, что состоит весь станок из 2 частей, и если мы их соединяем вместе, то их прочность возрастает. Поэтому я считал один станок, чтобы посчитать наихудшие условия. Потому что в любом случае посчитаем худшие условия, значит лучшие условия мы выдерживаем. Также мы считали, что она опирается всего с краев, на 2 точках. По краям, понимаете, да? На самом же деле есть еще поперечная балка, на которую оно также опирается. И кроме того, балки крайние, мы посчитали, что они в самых краях. На самом деле они центрее.
Таким образом, мы еще увеличиваем запас. Саму высоту всего станка мы взяли из решения художника. Да? У нас была определена высота эскизом, поэтому даже взяв запас 3 раза и подняв туда 5 человек вместо 3, которые положены по решению режиссера, у нас все равно получился 2-кратный запас, даже больше, чему я очень доволен. Есть также инструкция по монтажу и демонтажу декорации табурет. Немножко расскажу об этом. Укладываем на планшет 2 части сидения, цепляем их штанкетом, приподнимаем, соединяем их болтовым соединением, после чего уводим их наверх. Дальше собираем первый фасад, ставим его, второй фасад, ставим его, соединяем их нижними балками, устанавливаем лестницу приставную и основу лестницы вставной, после чего навешиваем оставшиеся балки, опускаем сиденье, крепим, устанавливаем лестничный станок вставной, после чего все это крепим и вставляем поручни. Навешиваем трубы в конце. Все, собрано. Демонтаж, соответственно, обратный. В театре решили, я, честно говоря, не знаю по какой причине, но они решили не разбирать табурет, они его хранят в сборе, и поэтому им нужна была система перевозки этого табурета. Я выполнил его при помощи револьверных опор. Они приподнимают декорацию, ставят на револьверные опоры и укатывают в арьер сцены, где он там и хранится, по рассказам. Производственная экономическая документация. Создал техническое задание на производство вывески «Сон». Сразу скажу, что я здесь создал техническое задание на элемент, который я бы хотел видеть в спектакле, но, к сожалению, он получился не совсем таким. Я здесь заложил 4 канала. 1 на раму, 1 на каждую букву, и все они демируемые, и все это должно быть максимально эффектно и красиво. Вышло не совсем так, к сожалению. Выполнил сводную смету. Всего у меня спектакль получился 3 800 000, но надо сразу сказать, что костюмы посчитаны не все, поэтому на самом деле он где-то там на 500 000, я думаю, что больше, потому что костюмов очень много, может быть, даже больше, чем на 500 000. Дело в том, что в костюмы я считал, что мы все шьем, а на самом деле там многое было подбор, поэтому около 500 000, я думаю, надо прибавить, и вот будет примерная цифра. Смета неовеществленных затрат. Овеществленных затрат. Ну, я привел только часть первой страницы. Дело в том, что там 16 страниц вниз, ну, все их приводить бессмысленно. Заявка на материалы, тоже больше 150 наименований, большая простыня. План выпуска спектакля, тоже только последние 2 недели. На самом деле там есть еще график по завозу декораций на площадку, по подаче их, но я сюда включил только 2 последние таблицы. Ну что ж, эксплуатационная документация, инструкции по монтажу и проведению спектакля, что зачем собирается, что происходит на сцене во время спектакля. Все по списку, все по порядку. Также есть лист развески подвесных элементов декорационного оформления. Ну и перейдем к световому решению. В программе Capture я вписал свою модель из SketchUp и развесил там приборы и вывел из них планировки. Это все, что касается подвесных приборов и башен, и порталов, и лож. Дальше у меня есть отдельные чертежи на расположение приборов на планшете и на табурете, так как там тоже есть приборы. Создал на основе этой модели визуализацию. Тоже по каждой картине у меня все это есть. Я привожу здесь только некоторые изображения. В рамках программы я создал гастрольную адаптацию на весь спектакль. В него вошли технический график гастролей, вот он здесь есть, список сотрудников, выезжающих на гастроли, расселение сотрудников, также техническое задание на проведение гастролей, адаптацию художественного оформления, световую адаптацию и распределение декорационного оформления по контейнерам. Это адаптация. Я предположил, что театр выезжает на гастроли в Ярославский театр имени Волкова. Почему я так выбрал? Потому что там есть поворотный круг и поворотное кольцо. А это принципиальные моменты для этого спектакля. И кроме того, там в кольце есть люки. Там их даже 2, но нам нужен только 1. Также я выполнил световую адаптацию к этим гастролям, используя приборы, которые есть в Ярославле. То же самое. Ну и есть распределение декорационного оформления по контейнерам. Я взял 7-метровые контейнеры. Почему? Потому что в Челябинске, откуда поедет спектакль,
Там пандус, а за театром пандус, а за пандусом сразу парк с забором. И большой контейнер может туда просто не войти. Поэтому приходится брать 2 контейнера и туда все грузить. В принципе, по всему проекту должен сказать, что я по большей части пользовался программой SketchUp, потому что это, на мой взгляд, самая удобная программа для меня лично. Все чертежи выведены в SketchUp через Layout, но планировки я чертил в AutoCAD, потому что для планировок SketchUp не самая удобная программа, на мой взгляд. На этом все. Я хотел бы поблагодарить школу-студию МХАТ. Спасибо вам большое за все, что вы нам дали, и театр Камала за эту программу, потому что для меня это был колоссальный опыт. Я пришел, как я уже сказал, я по образованию артист, и я пришел, я не могу сказать, что я с минуса пришел знаний, но уж как минимум с тверденького нуля. И те знания, которые я получил здесь, независимо от того, как по итогу будет оценен мой труд, я точно знаю, что я получил огромный опыт и огромные знания. Также я еще хотел поблагодарить свою жену, которая меня очень поддерживала. У нас недавно родился сын, и несмотря на это, она давала мне, что называется, по месту выспаться и заниматься этим проектом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Станислав. Поздравляю и с сыном, и с защитой. Это мой козырь, да, спасибо. Молодцы, развивайтесь, учитесь. Спасибо, вопросов нет. Ой, началось. Не, они у меня не страшные совершенно. Да вы так думаете. Про поверхность табурета расскажите, про решетку. Вот что за решетка у вас там использована? Она у меня здесь называется штрек-металл в чертежах, но это на самом деле не очень грамотное название. Называется просечно-вытяжной лист. Вот так. Толщина 1,2 миллиметра. Сантиметра. 1,2. 12 миллиметров. 12 миллиметров. Ага. И второе, это не совсем вопрос, это, я бы сказала, так пожелание. Поскольку вы делаете сценографию, когда занимаетесь разработкой, обращайте внимание на исторические образцы. Потому что стульчики, которые у вас сделаны, они так на тему. Да. То есть если брать такие источники, как обмеры мебели исторической, которые существуют и в большом количестве подробнейшие, да, то есть это берут историческую мебель, обмеряют ее и делают чертеж. Сейчас этой литературы полным-полно, и на этом можно базироваться, и от этого как источник это использовать и делать очень культурный Я с вами полностью согласен. Дело в том, что конкретно в данном спектакле режиссер сказал: хочу вот так. Илья Саныч нас смотрит. Илья Саныч, историческая мебель. Удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Виталий Васильевич, есть ли у вас вопросы? У меня вопросов нет. Хорошо. Спасибо. Что, Стас? Да. Никита Викторович, ваш руководитель. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Никита Викторович. Стас, хочется сказать вам большое спасибо за эту прекрасную работу. На самом деле, колоссальную работу вы проделали, учитывая, что вы театр знаете с нескольких сторон. И как бы получилось так, что вы делали, в принципе, сценографию для себя, потому что вы знаете, как надо сделать, чтобы качественный был спектакль и замечательно в этом во всем существовать. И главное, что какие-то разделы этого проекта, они появлялись вдруг ни с того ни с сего, вот в таком как бы замечательном качестве. И спасибо вам большое, Стас. Это такая отличная у вас получилась работа. А главное, что вы победили, по-моему, расчет, да? Так точно. Спасибо вам. Стас, я тоже уже вам говорила, еще раз скажу, что у вас потрясающее качество, у вас огромная скорость. Вот. То есть Стас умеет включаться очень быстро, решать поставленную задачу.
на высоком уровне. Если нужно что-то исправить, он тоже быстро, без всяких эмоций лишних, подключается, вот, и решает все, и это очень ценное качество, вот, поэтому я думаю, что вы себя в самых разных действительно сферах сможете реализовывать, и как художник, и как художник-технолог, может быть, вы решите в какой-то момент стать завпостом, то есть у вас такой комплекс знаний теперь большой, вот, вы талантливый человек, вот, успехов вам. Спасибо большое. Приглашаем для защиты Лилию Фаридовну Сулейманову. Бурный аплодисмент. Здравствуйте, меня зовут Лилия Сулейманова, Республика Башкортостан, театрально-концертное объединение. Значит, тема моей аттестационной работы – создание технологического проекта декорационного оформления спектакля. Я работаю в небольшом театре, и у нас нет больших объемных декораций, и по этой причине для своей дипломной работы я выбрала более, как говорится, крупный формат театра, Мариинский театр и спектакль «Мертвые души». Музыка и либретто Родиона Щедрина, автор в постановке режиссера Василия Бархатова и художника Зиновия Марголина. Трансформация декорации здесь происходит двумя способами. Это большая колесница передвигается по сцене вперед и назад. И несколько видов стен. Например, стена бетонная, у нее рабочая дверь, и стена белая, подъемно-опускные двери. Эти стены монтируются заранее, до начала спектакля, и во время спектакля опускаются и поднимаются. Это был макет декорации данного спектакля. Чем заинтересовал меня этот спектакль? Своим технологическим решением сценического пространства. И целью моей дипломной работы была это комплексный подход в технологической разработке декорационного оформления спектаклей. Задача, которую я перед собой ставила, это разработка театрально-технической документации. К сожалению, как говорится, у меня не было ни чертежей, ни эскизов этого спектакля. Все, что я сделала в этом проекте, это было сделано на основании фотографий, выловленных из интернета. И вот я составила иконографический материал, он дает нам понять, что вообще спектакль не привязан ко времени, здесь все перемешано, и об этом говорят как раз вот эти вот фотографии, что наряду с современными костюмами на сцене существуют и кринолины. Также я составила сценографическую партитуру, разбила спектакль на акты, на картины, где мы видим, какие изменения происходят кардинальные в спектакле, как меняется декорация. Также для того, чтобы отработать полученные навыки в процессе обучения, я создала на основе чертежей БТИ, полученных из Мариинского театра, значит, изучив эти чертежи и внеся все данные, выловленные оттуда, в паспорт сценической площадки. Мной был создан план, генеральный план сценической площадки, куда я внесла все данные, то есть размещение люков провала, лючков подключения. Также указала максимальное и минимальное зеркало раскрытия сцены. Также указала ширину архитектурного портала, дала расположение противопожарного занавеса. Вот. Затем разработала генеральный разрез сцены, где указаны глубина трюмов, глубина оркестровой ямы. Затем указаны, значит, уровни галерей. Также все данные технические занесла в технические требования справа над основным штампом, где указана и длина штанкетов, и грузоподъемность этих штанкетов, значит, количество штанкетов, указана скорость перемещения.
Также указано, значит, количество советных подъемов. Сделала фронтальную проекцию с указанием уровней галерей. Дала планировку световую Мариинского театра. И вот как раз, как я уже повторюсь, не имея ни чертежей, ни эскизов, с нуля я построила трехмерную модель в AutoCAD. Потом эту модель я интегрировала в программу SketchUp, где были наложены текстуры. Затем SketchUp-модель вместе с текстурами я импортировала в программу Cinema 4D, где производила анимацию, создавала анимацию этого спектакля. Анимация была создана для отработки взаимодействия декораций друг с другом. То есть вот таким образом происходит смена картин на выкатной фурке. Все это заряжается за колесницей. На колесницу накладывается проекция. То есть смена картин происходит прямо во время спектакля. Картина Ноздревой с подламывающейся ножкой стола. Забыла сказать о том, что когда, значит, творческая группа вообще создавала этот проект, они не знали, какую форму художественного оформления выбрать, и обратились с вопросом, что же вдохновило композитора этого спектакля на создание этой музыки. Он ответил, что он много времени провел в дорогах, и вид из окна на Россию как раз послужил созданием его музыкальной композиции. И это уже дало основу для создания художественного оформления спектакля. Поэтому здесь вы видите колесницу, которая из себя представляет вроде бы как и платформу поезда, с другой стороны и бричку, относящуюся как раз к тому времени, когда было создано это произведение. Ну и дальше идет проектная документация. Здесь я создала чертежи общего вида декорационного оформления спектакля по актам, то есть это 3 плана картин, извините, 3 акта, планировка 1-го акта с размещением декорационного оформления, планировка 2-го акта и планировка 3-го акта. Также даны разрезы, где показано перемещение основного элемента декорации по актам. Затем я разработала чертежи общего вида жестких элементов декорационного оформления. В него вошли колесница, затем стенки. Затем я создала чертежи общего вида элементов мебели. Для меня интерес оставили первое – это гардероб, потому что он является многофункциональным. То есть в 1-м акте он идет как гардероб с размещением мебели, зеркал, умывальников, светильников, и в 3-м акте он уже принимает горизонтальное положение и уже является ванной в номере Чичикова. И еще один элемент декорации, он уже вы видели в ролике, видеоролике, где подламывается ножка стола и стол принимает горизонтальное положение. Затем создала всю информацию, собрала в монтировочной описи,
монтировочной описи, значит, мягких декораций 5 элементов, жестких декораций 7 элементов, мебель, бутафория 15 элементов, реквизит 83, электрооборудование, электробутафория 5 элементов, спецэффекты 8 элементов, кофры и системы хранения 21 элемент, и того 84 страницы дано, поэтому я показываю только формирование монтировочной описи на примере одного элемента, где рассказываю, какие габариты имеет эта стенка, затем даю описание, какую роль он выполняет, какую работу выполняет в спектакле, насколько частей делится, из каких материалов изготавливается, какие мастерские привлекаются в изготовление этого элемента декорации. Затем показываю, значит, каким образом он хранится, что стенки у меня одеваются в чехлы мягкие, элементы архитектурного декора упаковываются в кофры. Затем была разработана производственная документация. Это рабочий чертеж, стенки белые. Это сборочный чертеж, на котором представлено, значит, каким способом крепятся сборочные единицы между собой, дано описание спецификации количества этих сборочных единиц. И дальше уже идут чертежи на все сборочные единицы, где подробно расписывается о том, какие материалы применяются, с каким сечением, какой длины, в каком количестве. И все это количество отражается в заявке на материалы. Также на этих чертежах рассказывается способ крепления деталей между собой. Отдельно у меня разработан, значит, пакет документов для столярного цеха. И здесь тоже рассказывается о том, каким материалом зашивается каркас металлический. И отдельно чертеж для декорационно-бутафорского цеха. Затем я разработала инструкцию по сборке этого декорационного элемента «Стенка белая». То есть эта стенка собирается поярусно на планшете сцены, элементы подвозятся на технических фурках, и сборка производится именно на технических фурках. Собирается верхний пояс этой стены, зеркальные две детали, затем к ним подносятся боковые части, затем собираются две зеркальные центральные части стены, и в собранном виде подносятся к карнизу. Затем крепятся колонны, устанавливаются оконные рамы. Стена в собранном виде поднимается, приводится в вертикальное положение на планшете сцены. Отдельно собираются дверной проем, на который заводится дверь на роликах. Этот комплекс в собранном виде подносится к стенке сзади и производится крепление. С лицевой стороны производится крепление наличников окон и наличников дверных. И все это происходит при помощи монтажных вышек или подъемников. Затем я произвела расчеты фурки. Фурка у меня состоит из 8 одинаковых элементов, которые скреплены между собой болтами, поэтому я произвожу расчет одного элемента этой фурки. И рассчитываю настил фурки, фанеру, рассчитываю балку и рассчитываю каркас. Расчеты производятся с учетом того, что у нас на одном из этих элементов, на одной из части фурки могут одновременно собраться во время репетиции, то есть это неучтенное количество людей, более 10 человек. По этой причине я беру в расчет максимальную нагрузку, которая может прийтись, и таким образом, рассчитав максимальную нагрузку, она полностью будет удовлетворять то время, когда, значит, на фурке будет находиться гораздо меньшее количество людей. Производственно-экономическая документация. Этот элемент, колесница, он достаточно сложный, требующий инженерных расчетов. По этой причине я его решила отдать в стороннюю организацию, где подробно расписываю, какую роль он выполняет в спектакле, каким образом перемещается. Значит, говорю о том, что он сборно-разборный, что каждый элемент декорации не должен превышать максимального веса.
рассказываю, какими приблизительно он материалами должен быть обшит и что должен из себя в конечном виде представлять. И говорю о том, что на колесницу, значит, идет крепление проекционного экрана. Экран рир-проекции. Затем я, значит, собираю все виды смет. Это сводная смета, смета овеществленных затрат, смета неовеществленных затрат и заявка на материалы. Здесь дана только часть по той причине, что они громоздкие по размеру, по составу своему. Затем я изготавливаю график выпуска спектакля и эксплуатационная документация. Это монтировочные листы. Здесь более 12 монтировочных листов на каждую картину, расстановка декорации. Этот документ нужен для машинно-декорационного цеха, для установки декорации. И здесь как раз эта, значит, установка дана по 12 картинам. Затем идут листы развески подъемных элементов декорации. Здесь указаны те декорации, которые у нас подвешиваются к штанкетам, и указаны их уровни. Также заведена сюда мягкая мебель, это кулисы, падуги и подъемно-опускной задник. Затем инструкция по монтажу и проведению спектакля, где расписано, какое время идет спектакль, затем как производится сборка декорации и какие цеха вообще привлекаются в проведении спектакля, когда происходит смена декорации. Значит, определяю ответственных людей за проведение спектакля. Также разработана световая монтировка и световая направка. Затем предложены варианты светового оформления. И, значит, разработан график гастролей, адаптированный под площадку Большого театра России. Ну, у меня на этом все из документации. А в заключение хотел бы сказать, конечно, что учиться, конечно, мне было здесь очень сложно, вот, но мотивировало меня то, что я знала, зачем мне это нужно, и знала, что я могу это применить у себя в театре. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам этого вообще обучения, этого проекта, потому что действительно это уникальная возможность для таких, как я, дистанционно, без отрыва от производства, проходить это обучение. Большое спасибо, Ольга Сергеевна, за то, что вы определили мне такого руководителя моей работы, который умеет организовать не только свое рабочее время, но и, как говорится, сумел и меня организовать, и вообще выполнить в полном объеме весь этот проект. Большое спасибо Николаю Михайловичу. Извините, я волнуюсь. Что он все это время поддерживал меня, направлял. Я очень сложный студент, пришла с нуля. С компьютером обращалась на «вы», но на сегодняшний день у меня появилась некоторая уверенность в себе. И я думаю, что я смогу воплотить свои планы в жизни, смогу реализовать все это. Большое спасибо еще хотелось бы сказать Максиму Александровичу. Я помню, когда у нас был первый экзамен по его дисциплине, тоже я как бы поблагодарила, а он сказал: ты рано меня благодаришь, мы будем с вами до конца. И действительно, до последнего, еще вчера ночью мы с ним общались. Действительно, тоже настолько увлеченный человек своей профессией, что, знаете, как он так умеет деликатно, как говорится, заставить тебя работать, деликатно, еще раз повторяю, что у тебя просто не остается выбора. Он говорит, что я же знаю, что ты не сможешь заснуть, пока ты это не сделаешь. Ну и, естественно, сон пропадает, и ты это делаешь. Но я довольна результатами, которые я вижу в своей работе, поэтому я говорю еще раз большое спасибо всем преподавателям. Спасибо. Есть ли у кого-то вопросы?
Есть у Артемия Сергеевича. Я растрогана просто до слез, потому что такое чувство гордости на самом деле за Лилию потрясающе. Работа потрясающая, конечно, и результат, и деталировка всего, и видно, как насколько это проработано. Вопрос такой, колесо это доедет в оркестровую яму или не доедет? Оно до оркестровой не доедет. А почему? Почему не доедет? Ну, честно говоря, я не знаю, поэтому я и отдала этот момент в разработку сторонней организации. Мы, конечно, обговаривали всевозможные варианты. Ой, извините, но я, наверное, и без микрофона хорошо говорю, все меня слышат. Вот, что там вообще могут быть и какие-то электромагнитные приемы, поэтому... Конструкция впечатляет, и это очень сложная, мощная, страшная эмоционально, конечно, и ее работа должна быть действительно надежной. Там нет привязок ни к чему. Вот она катится вперед-назад, и нет вокруг ничего, что ее как бы организует. То есть она самодостаточная какая-то должна быть, это действительно сложная вещь. И как бы приезд в оркестровую яму механически должен быть остановлен, чтобы никогда не случилось. Вот. Спасибо большое, потрясающая работа, замечательный результат, и действительно то, что вы сделали за эти 2 года, это просто необыкновенный результат. Это ваша трудоспособность и целенаправленность, конечно, впечатляет. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Лилия, я хочу поблагодарить вас за рассказ, за то, насколько вы прекрасно все это разработали и сделали. На это просто большое удовольствие смотреть, просто на результат вашей работы. Это действительно заслуживает очень большого уважения и внимания. И у меня один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, когда разрабатывали, прикидывали ли вы, сколько времени будет монтаж занимать? Монтаж? Угу. Ну, знаете, монтаж, я, честно говоря, этот вопрос уточняла у технолога Мариинского театра. Она сказала, что спектакль монтируется за 8 часов. У них нет возможности производить монтирование гораздо раньше, потому что у них очень плотный репертуар. Смена, то есть? Да, да, сменность. Понятно, да, понятно. Спасибо. Ну, у меня все. Удачи вам большой-пребольшой. Виталий Васильевич, скажете что-нибудь? Да, скажу. Очень классная работа. Единственное, что очень оптимистичная смета для Мариинского театра. Вот что хотел сказать. Это старый. Действительно, эта смета была разработана еще до Нового года. По этой причине я уже у своего руководителя интересовалась, как в этой ситуации быть. Он сказал, что даже не трогай. Спасибо. Спасибо большое. Давайте слово предоставим вашему руководителю Попову Николаю Михайловичу. Да, я на связи. Мы вас слушаем. Мне трудно выразить свой восторг, действительно восторг от работы с Лилией, потому что, Лилия, вы прекрасно выступили, можете уже выдохнуть, изумительно просто. Потому что действительно Лилия пришла на курс с минимальным знанием программ, и настолько быстро и на таком высоком уровне их освоила, и что самое главное, я считаю, стала применять сразу же их на практике у себя в работе, что это вызывает восхищение, просто неподдельное, невероятное восхищение. Лилия, я вами так горжусь, я передать не могу. И то, что мне посчастливилось с вами работать. Спасибо большое. И был выбран очень амбициозная задача была поставлена, выбран крупный проект, который был реализован на очень крупном уровне. То есть здесь презентации даны только, ну как сказать, для презентации хорошие ключевые кадры, а проект проработан на высочайшем уровне. То есть и количество, и качество по всем параметрам. И хочется отметить, что вот Артемий Сергеевич спрашивал про колесницу.
был вопрос по просметам. Мы эти вопросы все обсуждали. Колесницу специально выбрали на разработку в сторонней организации по той причине, что у Лилии невероятная тяга к проработке всего на свете, в том числе и инженерной. Хочется на минуточку сказать, что Лилия, она начальник живописно-декорационного цеха и работает еще и сценографом, и конструктором, и технологом. И все сразу в одном лице, и все на очень высоком уровне. И что я настоял на том, чтобы этот элемент отдать на разработку, чтобы она им не занималась. Потому что если бы она его разрабатывала, она бы его разработала, но только его один этот элемент. Вот. А так получился крупный, комплексный, очень хороший проект, который, как я считаю, достоин самой высшей оценки. Спасибо большое. Спасибо большое. И я знаю, что еще Максим Александрович Железняков хотел вам сказать слова. Он на связи. Да, давайте предоставим ему слово. Он вчера даже в 12 часов ночи готовился, уже спрашивал, что очень хотелось ему тоже выразить слова восхищения. Ваш адрес. Максим Александрович, мы вас видим, но не слышим пока. Нет звука. Не получится, да? Я думаю, что Максим Александрович хотел бы вам сказать, что, Лилия, вы просто чудо, вы староста группы, вы самый ответственный и трудолюбивый человек в этой группе. И я знаю, что ваши однокурсники не обидятся, потому что это действительно так. У нас за время обучения было много разных заданий, и курсовых, и все, абсолютно все задания Лилия всегда выполняет на максимум, раньше всех, ответственнее всех, всегда первая подключается ко всем занятиям. То есть, ну, действительно, я растрогалась просто до слез, вот, слушая вас и видя, зная, какой огромный путь вы прошли, и просто так мне хочется, чтобы теперь все ваши навыки, знания, чтобы все это нашло в вашем театре применения, чтобы вас ценили, чтобы вам давали возможность это применять. Вот, восхищаюсь, очень уважаю и желаю вам всего-всего самого только лучшего. Большое спасибо. Приглашаем Алексея Владимировича Батракова для защиты. Спасибо. Уважаемая комиссия, коллеги, друзья. Меня зовут Алексей. Моя фамилия Батраков. Да, вот так. Хотя вроде я актер, но это не важно уже. Собственно, родился я и вырос, как я люблю говорить, в Рыбинском драматическом театре. Вот, там прошел весь творческий путь. Вот, бенефисов не было, но и слава богу. Вот, собственно, в процессе работы в театре я много кем был. Я был и заведующим музыкальной частью, написал много музыки для разных спектаклей, создал, можно так сказать, хоть и небольшой видеоцех в театре, работал завтруппой, ну, кем только не работал. И однажды я стоял на сцене, играл главную роль и понял, что я играю не роль, а смотрю на все, что вокруг происходит, как оно работает и все ли правильно. И это меня стало тормозить в моей актерской деятельности. Тормозить настолько, что я затормозился. Вот. И, узнав о школе-студии МХАТ, поступил с огромным удовольствием. Спасибо, что меня взяли. Вот. Проучившись 1,5 года, получив некие знания,
упала на меня постановка сказки «Морозко», в которой я выступил в качестве сценографа. У меня есть амбиции в эту область, вот, постараюсь их реализовывать дальше. И, как это часто бывает, столкнулся с постановочным процессом, который был связан с короткими сроками, отсутствием организации, отсутствием маломальски выстроенного, в общем-то, постановочного графика и так далее и тому подобное. Сказку мы сделали, мы ее выпустили. Конечно, как всегда, все мы, несмотря ни на что, все это выпускаем. Но захотелось мне в определенный момент вернуться все-таки к истокам и попытаться хотя бы в виртуальном мире, хотя бы в умозрительном каком-то пространстве простроить работу над спектаклем так, как это хочется, так, как оно должно быть, так, как учат. И я начну все по порядку. Собственно, мы начнем с площадки. Площадка Рыбинского драматического театра, достаточно стандартное помещение, вот, 60-х годов постройки, с механизацией тех же годов, из минусов отсутствие карманов, соответственно, арьер оборудован невысокой аркой, из-за этого есть сложности с транспортировкой и так далее и тому подобное. Зеркало сцены 9 метров шириной, 7 высотой. В общем-то, достаточно стандартная площадка. Нужно было, конечно, сразу же понять какие-то технические требования к спектаклю. Соответственно, здесь они есть как общие, так и... Да нет, в принципе, они все общие. Это ограниченное пространство для хранения декораций, в общем-то, как и почти везде все. Небольшой объем стандартного автотранспорта театра, то есть материал должен был умещаться в стандартный автотранспорт и перемещаться по просторам страны. Дальше, значит, одним из условий был параллельный выпуск другого спектакля, что очень часто бывает в силу планирования. Естественно, что начал я с создания нормальной планировки театра, которой не было, и в целом паспорта театра. Постарался проработать планировку таким образом, чтобы она полностью соответствовала всем габаритам сцены и отвечала всем необходимым, в общем-то, требованиям по планировке, по понятности, по дальнейшей работе. Выполнен был 3D-подмакетник, так называемый, 3D-модель, которая, собственно, создана на основе планировки, вот, для того, чтобы было удобно каждое новое сценографическое решение в него экспортировать, вот, и проверять габариты, проверять перемещение декораций и так далее и тому подобное. Вот. Была создана так и световая планировка, которая полностью соответствует и полностью пропатчена, и полностью соответствует планировке Рыбинского драматического театра. В общем-то, и таким образом я как-то наладил взаимоотношения со световым цехом, мы вместе разбирались и, собственно, какие-то общие точки соприкосновения уже нашли. Вот, во всяком случае, это все будет полезно в дальнейшей работе. Вот, в дальнейшем, значит, подмакетник был экспортирован в Capture, создан, собственно, подмакетник для, соответственно, проверки световых решений, для их, собственно, документации и так далее. Совместно с режиссером было создано вот такое вот сценографическое решение для сказки, которое, собственно, должно было отвечать, в общем-то, и требованиям драматургии, требованиям театра. Здесь прорабатывались те технологии, собственно, которые, ну, я обозначу дальше, из которых, собственно, будет соткано, так сказать, декорационное оформление. Вот. Сказка «Морозко» — это классическая сказка. У нас в театре поставлена по инсценировке «Каледы». Вот. Достаточно классический вариант. Вот. Это небольшой вариант для детей, ну, может быть, для семейного просмотра, для гастрольного, так сказать, существования по площадкам, которые у нас есть в целом.
Да, данное декорационное оформление, забегу вперед, скажу, что создано в основном за счет мягких декораций, аппликаций на сетке, но об этом немножко позже. С помощью данной анимации, собственно, были проработаны основные элементы, было найдено взаимоотношение и полное понимание с режиссером. Далее, собственно, я задался вопросом, что у нас в театре нет нормального подмакетника, то есть подмакетника, скажем так, назовем его стационарного, который мог бы удовлетворять, собственно, потребностям, назовем их аналоговых художников, которые любят, чтобы у них было пространство для фантазии, для того, чтобы можно было аналоговым директорам показывать, собственно, как это все может быть, потому что не все воспринимают 3D-модель, не все воспринимают какой-то, эти все картинки некоторые называют, как мы все знаем, мы знаем, как их называют, Но тем не менее, это неправда, мы уже все знаем, Но я захотел сделать масштабную, собственно, 1 к 20 подмакетник. Для этого я полностью разработал его в программе SolidWorks. Подмакетник состоит более чем из 50 элементов, на самом деле там их больше, просто я не так раздробил. Собственно, по технологии производства нужно было определиться таким образом, чтобы подмакетник был разборным, чтобы он мог транспортироваться, транспортироваться и так далее. Соответственно, сделал даже документацию на него. По технологии производства, собственно, я задался целью производить это все с помощью ЧПУ станков. Но у меня не было ЧПУ станка, поэтому я его купил. Это фрезерный координатный, собственно, ЧПУ станок. В данном случае это не самый сложный станок, но для освоения технологий, собственно, я решил приобрести именно его. И мне эта тема очень понравилась. Дальше я расскажу, как я ее пытаюсь развить. Таким образом происходит, собственно, работа на этом станке. Изучил, собственно, вопрос создания управляющих программ с помощью, в данном случае, арткама. Изучил особенности применения различных фрез для различных целей. Это связано как с сроками производства, как с качеством, собственно, необходимого реза и так далее. Изучил, собственно, интерфейс самого ЧПУ станка и особенности работы на нем. Особенно было интересно узнать после 2 сломанных фрез о том, что нужно использовать пылесос и так далее. Для того, чтобы немножко механизировать станок и сделать, не станок, подмакетник, и сделать его, скажем так, хоть чуть-чуть мультимедийным, да, то есть чтобы в нем были эмулированы несколько возможностей движения круга, поднятия штанкетов и так далее. Я применил, собственно, давно известную технологию на базе микроконтроллеров Arduino, которая позволяет, собственно, создавать те же управляющие программы, записывать их в сам микроконтроллер, и он, собственно, по кругу эти программы, собственно, в связи с различными, как их правильно назвать, в связи с различными задачами, собственно, реализуют различные движения и взаимодействуют с помощью датчиков. Да. Данная система была создана на этом двигателе, название я не смогу прочитать. Была создана схема, а также был создан скетч для микроконтроллера, который, собственно, позволил данному подмакетнику стать немножко механизированным. Здесь представлены, собственно, механизация штанкетов. Самый простой вариант, я считаю, двигатель крутит вал, на вал наматывается леска. Да, таким образом, собственно, удалось механизировать круг. Это, как вы можете видеть, пластиночный проигрыватель. Собственно, все работает, всех кружит. Что хотел бы добавить? Элементы макета тоже были выполнены на станке. Этот элемент достаточно небольшой, да, я произвел с помощью такой фрезы,
в общем-то, конической 0,5 мм на конце у нее, собственно. И такие мелкие элементы, такие станки тоже позволяют делать, что, в общем-то, удобно, потому что один и тот же станок, как впоследствии оказалось, может работать и в целом над, в общем-то, сонографическим решением в его полномасштабности, так и над, собственно, подмакетником. Вот. А также я изучил работу на 3D-принтерах, в общем-то, у меня их два, и один там еще в сторонке стоит. Вот. Различные сборочные элементы подмакетника были бы выполнены, а также элементы, в общем-то, макета. Вот такие, как избушка, значит, пенек, всякие бревнышки. Ну и вот моя гордость — это нога, которая ломалась от сквозняков, но потом я ее все-таки напечатал. Вот. Собственно, оказалось, что игрушка игрушкой, а 3D-принтер — это целая наука, и им надо уметь владеть, как бы я хочу в этом разобраться дальше. Технологии интересные. Вот. И то, что нам рассказывали и в Большом театре, и как это все действительно работает, мне кажется, за этим будущее, и отставать неохота. В итоге получился вот такой вот подмакетник с макетом внутри. Хочу добавить, что он, собственно, дополнен еще и реальностью, связанной с проектором. Есть проектор RIR проекции, есть, там его сейчас не очень видно, и передней проекции. Собственно, есть различные варианты. Данный макет, встроенный в данный подмакетник, соответственно, сделать более мультимедийным, более интересным. Для чего это надо? Для того, чтобы более качественно, более интересно представлять проекты, для того, чтобы наглядность она, достигала максимума. Мне кажется, вот такая вот как бы теплота, аналоговость, она, это неотъемлемая часть театра. Без этого в целом невозможно его представить. Сколько бы технологий новых не появлялось, всегда должен где-то быть в театре вот такой вот кусочек старинного, скажем так, тепла, в котором в том числе и новые художники могут как-то представлять свои проекты. И добавлю просто, пока идет вот это видео, добавлю, что в проекте, в мечтах у меня сделать некую выставку, как это сделано, к примеру, в театре Романа Виктюка, выставить несколько макетов и так далее. У нас этого просто нет, мне бы хотелось это сделать. Вот. Дальше, собственно, определившись со всем, сделав, собственно, все визуализации, можно было перейти к построению непосредственно работы над полномасштабной декорацией. Собственно, были сделаны планировки. Технологии, которые применялись при производстве, естественно, те же самые. То есть я применял станки, членил определенным образом декорацию, исходя из размеров материала, из размеров станка, рабочее поле 1500 на 1400, по-моему. Вот. И многие элементы были произведены, собственно, также на станке. Вот. Здесь показан способ производства управляющих программ. Опять же, это все было сделано в AutoCAD через DFX файл и DXF файл и дальше, собственно, WordCam. Здесь представлены различные способы обработки. То есть это обработка контура внутрь, обработка контура наружу. Здесь представлена, собственно, обработка 3D контура, то есть когда берется декорация, делится на слои, потому что максимальная обработка это 80 мм, что позволяет этот станок. И дальше производится по слоям, склеивается и обрабатывается. В данном случае была, собственно, применена черновая обработка с доработкой уже ручной шлифмашиной. Так, проектная документация. Соответственно, монтировочная опись. Расчеты. Данные расчеты сделаны с помощью, опять же, программы SolidWorks. Да, произведен расчет на центр тяжести, программа это делает автоматически. Дальше с помощью программы, собственно, был выяснен коэффициент запаса 2 и 3. И расчет тросов.
расчет тросов, но я сделал, чтобы для наглядности, еще и с подбором, собственно, самого всего такелажа. Вот, производственная документация. Как я и говорил, одна из основных технологий, примененных в спектакле, это аппликация на сетке, на театральной сетке. Вот. В связи с этим в театре был, ну, скажем так, переполох, потому что никто этого никогда не делал. Я пришел к выводу, что в своей работе я буду писать о том, что это техническое задание в стороннюю организацию. Потому что производство подобного рода декораций силами, собственно, неподготовленных цехов, это, ну, чревато. И здесь это была, с одной стороны, ошибка, а с другой стороны, наука, чтобы понять, собственно, и простить. Да. Сделаны чертежи на все основные элементы, сборочные чертежи по элементам. Производственно-экономическая документация. Собственно, сметы неосуществленных затрат и веществленных затрат. 1 200 000 получается стоимость спектакля, 1 175 000. Ну, получилось так. Вот, заявка на материалы. График подготовки выпуска спектакля. Собственно, очень важный документ, который я, наверное, буду продвигать. И, собственно, вкупе вот с этим графиком, в общем-то, сколько тут, 8 строчек, которые могли бы спасти мир. Вот, когда люди, ну, собираются вместе и пытаются понять, а как параллельно мы будем выпускать 2 спектакля. И вроде бы какие-то цветные квадратики и так далее, которые очень сложно расставить, я бы так сказал. И этими квадратиками вообще на самом деле надо заниматься постоянно. Эксплуатационная документация, инструкция по монтажу, конечно же, домика, такелажная ведомость небольшая у меня, инструкция по проведению спектакля. Собственно, развес. Ну и упаковка в стандартный автотранспорт. То, что я сказал в самом начале, с помощью, опять же, полностью созданной 3D-модели, легко все укомпоновать, посмотреть, как лучше положить и чем чревато определенное расположение декораций. Вот. Ну, собственно, у меня все. Хотел бы добавить, что итогом моей работы, по большому счету, стало появление, в общем-то, зачатка такой технологической цепочки, которая позволила бы, собственно, параллельно с другим спектаклем делать еще что-то и при этом не делать реальным, скажем так, то, что сейчас вызывает постоянно вопросы организации. Применение станков, применение каких-то новых технологий, в общем-то, интерес у меня складывается в эту сторону. И хотелось бы, конечно, чтобы был и отклик, и так далее, и какие-то нашлись точки взаимопонимания. Вот. Собственно, у меня все. Спасибо. Спасибо вам большое. Алексей, не уходите, подождите, еще вопросы. Да. Виталий Васильевич, вопросы есть к Алексею? Нет вопросов, нет. Классная работа. Так. Екатерина Юрьевна? Виталий Васильевич, я почему-то подумала, что предвидела, что вы зададите Алексею этот вопрос, а вы почему-то не задали. Мне кажется, что в наш театр нужен такой подмакетник. Я знал, что ты так скажешь. Я уже, между прочим, параллельно Керпику написал, он нам обещал его сделать вообще. Зачем Керпик? Вот Алексей... Он бесплатно обещал это сделать. Алексей, супер, вообще отлично. Спасибо. Замечательная разработка и особенно использование программируемых станков и то, как вы это сразу применять начали, вот это здорово, это классно. То есть то, что это не просто как бы в теории осталось в какой-то, а то, что это сразу в дело в жизни пошло. Ну, я хочу сказать, что дополню, если позволите, что, в общем-то, я сразу понял, что мне нужно помимо теории, чертежей
и всего прочего, осваивать технологию, как она есть. Иначе, ну, я сразу это как-то понял. Да, потому что, ну вот я напишу в ТЗ, изготовить на ЧПУ станке по 3D-модели. До свидания. И что? А дальше что? Просто если дальше как-то заниматься развитием каким-то, да, может быть, даже руководством, да, цехами, для меня очень важно, чтобы руководитель как таковой знал все процессы. И если я как бы хочу развивать такую вещь, что я и буду пытаться делать, то даже я могу обучить людей. Потому что куда-то отправлять и обучать – это уже опять проблема. Да. Удачи. У меня такой вопрос. А вы Спасибо. скрипты сами пишете, да? Вот для подмакетников как раз. Извините, не услышал. Скрипты сами пишете? Скрипт сами. Скетчи вы имеете в виду? Мгм. Да, Скетчи, да, у меня был опыт. В данном случае скетч я, собственно, да, сам делал уже. Я не могу сказать, что в среде Arduino я прямо как бы уже развился. Просто я вижу в этом еще одно направление. Это, собственно, ну, тут ничего нового, но это электробутафория интересная, да. Вот, опять же, разобраться в этом, найти человека и дать ему вот это направление. Вот, поэтому, нет, я сам, да, занимаюсь. Хорошо. Да, с удовольствием. Поздравляю с замечательной защитой. Спасибо. Замечательной работой. Я хочу сказать, что Алексей человек неравнодушный. И это такое редкое качество. И вообще, чтобы что-то происходило в театре, ну, в данном случае в постановочной части, чтобы как-то что-то развивалось, двигалось, нужно, чтобы это было кому-то нужно. И вот Алексей – это человек-оркестр, который объединяет все и тянет всю эту машину в глыбу. Можешь декорацию нарисовать? Могу. Музыку напишешь? Напишу. А декорации сделаешь? Сделаю. Распишешь? Распишу. Спрограммируешь все? Спрограммирую. Подмакетник сделаешь? Сделаю. А может, сыграешь все? Сыграю. То есть все. Все в одном. Мне как-то Марк Анатольевич сказал, что вы вот руководитель, вы не должны во все винтики влезать, вы должны как-то в общем заниматься. Я с ним с этим не согласен, потому что, чтобы во всем разбираться, надо во все влезать и все досконально знать, чтобы управлять и грамотно управлять, не понуканиями, ором каким-то и так далее, а все-таки умением, направлением, именно своими знаниями и грамотным общением с людьми. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы так учились замечательно. Конечно, может быть, я не всегда уделял столько времени, сколько хотелось бы вам, из-за силы своей занятости, но вы действительно человек такой самодостаточный и стремящийся повысить свой уровень, амбициозный, и, по сути, у вас все это получается. И, конечно, хочется очень, чтобы вы встретились и поработали с какими-то более опытными людьми, и опытными людьми в художественной сфере особенно, чтобы воспитывать вашу художественную среду. И таким образом вы сможете все свои и технические навыки, и художественные какие-то навыки применить уже в ваших амбициозных планах для сценографических решений. Вот, я вас очень поддерживаю и желаю вам в этом удачи и, конечно же, успехов. И, конечно, важно встречать в жизни людей, которые бы вас поддерживали, которые бы слушали, да, слушали и внимали, понимали и как-то были единомышленниками. Вот, спасибо большое. Еще раз поздравляю с этой замечательной работой, защитой и вперед. Спасибо вам большое. Позвольте мне. Алексей, большой молодец. Вот я присоединюсь к Артемию Сергеевичу, чтобы не только слушали, но и слышали. И вообще хочется сказать, что из всех слушателей программы только один Радик у нас был отправлен от театра, а обучение всех остальных – это личная инициатива вот наших замечательных слушателей. Поэтому мне вот хочется, чтобы вам в жизни встречались руководители, которые бы ваш энтузиазм в театрах поддерживали. Потому что я знаю, что это ваша такая боль. Вот, да? Поэтому вы огромный молодец.
Хороших вам театров и хороших людей. Спасибо. Позвольте сказать. Я просто слышал, что... Слушайте, значит, должен вам сказать по секрету, что большинство театральных художников – это мальчики, которые продолжают играть. Главное, чтобы хватило завода и чтобы был удачный полет. Продолжайте играть на сцене, в театре и в жизни. Всего вам Спасибо, благ. спасибо. Как говорит мой любимый режиссер, не наигрался. Спасибо огромное. Артемий Сергеевич, на самом деле вы сказали мне очень важные слова в свое время, и я их услышал и буду реализовывать. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, продолжаем защиту. Приглашаем Михаила Юрьевича Глейкина. Всем добрый день, меня зовут Михаил Глейкин, я работаю в школе драматического искусства художником по свету. И моя аттестационная работа – это создание технологического проекта для спектакля «Мастер и Маргарита» Московского художественного театра. Вы можете видеть постановочную группу спектакля, то есть это художник-сценограф Николай Симонов и художник по свету Дамир Исмагилов. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что вот в своем проекте я как раз работал со сценографией и со световым решением. Художественная часть проекта. Сейчас можете увидеть фотографии сценографии в не очень хорошем качестве, потому что спектакль был сделан в 2011 году, что было как бы очень давно. Вот фотографии не очень обновлялись. Да, просрочились. Вот, то есть сценография представляет собой на самом деле московскую подземку. Так, давайте вернусь назад, расскажу. Сейчас. Вот московскую подземку, и предстает перед нами то в виде психбольницы, то в виде этой подземки, то в виде большого зала с колоннадой, и все это реализуется посредством механики художественного театра. Теперь немножко про художественный театр. Это достаточно большая и оснащенная площадка. На ней имеется как нижняя механизация, так и верхняя механизация. Но самое главное, она большая в размерах. То есть это больше 30 метров глубины вместе с арьером, и это достаточно большие карманы. Почему это нужно? Потому что в спектакле присутствует много механизации, в том числе механизации на планшете. На планшете установлены как бы рельсы, по которым передвигаются элементы декорационного оформления. Вот. Как бы были получены чертежи от театра, приведены как бы в читаемый вид. Вот. Теперь я немножко расскажу про 3D-модель. По чертежам, полученным от художника, была запроектирована 3D-модель. Вот. И сейчас, чтобы понять, так как в спектакле много механики, я сделал анимацию, по которой можно понять, как работает оформление в спектакле. То есть у нас есть 5 планов колонн, 5 планов потолков, которые могут трансформироваться из прямого состояния в арочное. Вот. Также на планшете вот вы видите те самые рельсы, по которым в горизонтальном направлении могут передвигаться 2 плана вагонов с дверьми. Вот. Для этого, собственно, нужны большие карманы. Также мы видим рельсы, которые уходят в глубину, в арьер сцены, по которым передвигаются центральный вагон-поезд и так называемые элементы комнаты, которые вокруг вагона. Этот самый вагон, который центральный поезд, он имеет 2 рундука в своем основании, что позволяет ему не только передвигаться вперед и назад по сцене, но также верхняя часть этого поезда вращается вокруг своей оси вместе как бы с актерами. Вот. Также на переднем плане висит железный занавес из профлиста, который как бы подвешивается на штанкетах и работает в сцене театра варьете, а когда он поднятый, то он работает как бы арлекин спектакля, что придает как бы законченный вид декорационному оформлению. И не могу сказать, что как бы не то чтобы центральный элемент, но это как бы логотип метро, буква М, которая может превращаться в букву W, как символ Воланда, как бы
такая инфернальность, что ли. Вот. Затем как бы по этой 3D-модели с нее были сняты чертежи и разработана проектная документация. Это чертежи общего вида декорационного оформления, то есть планировки, разрезы. Здесь хочу обратить внимание, что вот как я говорил, используется вся глубина сценической площадки, как вы видите, чтобы угонять вольер, комнату с вагоном. И используется почти вся глубина карманов, чтобы угонять туда вагоны с дверьми. Это накладывает особые условия для гастролей, для принимающих площадок, потому что, первое, нужны большие размеры площадки, второе, нужно достаточное количество штанкетов, чтобы мы могли вывесить подвесные элементы. Подвесные элементы указаны фиолетовым цветом, то есть это 5 планов потолков, 5 планов колонн. Так вот, как бы разрез, фронтальный вид. И так как потолок состоит из 7 сегментов, поэтому для его подвеса требуется 7 штанкетов. То есть это не менее 7-8 штанкетов в плане, что не в каждом театре есть. Дальше были сняты чертежи общего вида элементов оформления. Покажу некоторые из них. То есть это вагон с дверьми. В узлах как бы показано, как хотелось бы, чтобы конструктор реализовал колесные опоры, которые будут использоваться для передвижения по рельсам. Это колонна. Вот, как бы внутри этой колонны живет выдвижная колонна, которая по роликовым опорам скользит и поднимается за счет индивидуальных подъемов. Вот. Применение индивидуальных подъемов связано с тем, что даже в художественном театре не хватило штанкетов и пришлось дополнительно спускать дополнительные как бы, механические устройства. Вот эта самая комната, где также разрисован узел колесной опоры. Поезд, я его назвал вагон метро, и как бы показано сразу, как должен разворачиваться этот поезд, какие элементы электробутафории в нем присутствуют и как это все дело должно работать. Логотип буквы М, здесь вот вы можете видеть, что как бы он представляет из себя каркас буквы, на который закреплены светящиеся элементы, и вся эта конструкция вращается вокруг своей оси, то есть по центру закреплен мотор-редуктор. Вот, все это дело помещается в черный кожух, и в кожухе в передней части просверленное отверстие в двух направлениях как бы, работы буквы. Поэтому как бы, получается такой занимательный эффект, что это вроде бы и экран, вроде бы и светящаяся декорация. Ну, это рельсы, по которым все скользит. И также был выполнен чертеж на 2 элемента мебели. Конечно, нельзя нам жить без монтировочной описи. Все как бы, эти данные собраны в монтировочной описи, то есть как бы, все элементы описаны, как это должно быть сделано, как это членится, как это собирается, из каких материалов. Вот как бы внутри каждого элемента даны ссылки на те элементы, с которыми, например, там, да, вагон контактирует. Вот, и также была выполнена опись на 2 элемента костюма. Вот. Дальше как бы рабочая документация. В качестве рабочей документации был выбран элемент комната. Вот. Он как бы состоит глобально из 4 частей, то есть это 2 ноги, которые симметричны друг относительно друга, и 2 элемента потолка. Вот. Потолок выполняется неразборно, то есть он единый элемент, да, а нога, она выполнена разборной на плоские рамки. Ну, то есть это как бы чертежи. Вот. Но чтобы наглядно продемонстрировать, как комната собирается, выполнена анимация сборки, которую я предлагаю посмотреть. То есть декорация собирается лицом вниз. Мы собираем сначала как бы 2 ноги на планшете. Вот. Каждая нога делится еще по глубине на 2 части, чтобы ее можно было удобно эксплуатировать. То есть собрали переднюю часть декорации, ее как бы скрепили потолком, получилась как бы жесткая конструкция. Потом на планшете также собираем заднюю часть декорации, да? Также ее скрепляем потолком. Сейчас мы дойдем до этого момента. Вот, то есть собрали заднюю часть ног, скрепили потолком, получили жесткую часть. Дальше монтировщики это дело ставят на ноги, пододвигают к первой части тоже ставят на ноги, и обе части скрепляются рашпильными петлями. Получаем как бы собранную конструкцию. Производственная экономическая документация включала в себя техническое задание на разработку поезда. Здесь как бы включен функционал поезда, как он должен работать в спектакле,
какая должна выполнена быть электрозарядка. Также указано, что все это дело надо со осветительным цехом согласовать. Вот как бы сводная смета спектакля, то есть декорационное оформление, по-моему, вышло около 4 миллионов. Смена неосуществленных затрат, смета осуществленных затрат, вот, заявка на материалы. Вот, причем заявка на материалы и смета осуществленных затрат выполнены как бы со связями друг с другом, то есть смета заполнялась в полуавтоматическом режиме. Вот, график выпуска спектакля. Вот. Эксплуатационная документация, была выполнена развеска по штанкетам и световая планировка. На световой планировке, наверное, остановлюсь отдельно. Световое решение для спектакля мною было предложено как бы мой вариант. Вот, и в связи с этим в программе Capture были развешаны приборы, так как у меня как бы версия на один BDMX поток, поэтому была поставлена задача с минимальным количеством приборов реализовать те художественные задачи, которые мы с моим руководителем перед собой поставили. Вот. К этому еще к свету вернемся. В начале своей презентации я говорил, что спектакль достаточно объемный, поэтому при любых гастролях надо искать площадку большую по размерам и с достаточным количеством механического оборудования. В связи с этим для гастролей был выбран Александринский театр, у которого достаточно большие карманы и отсутствуют софитные подъемы как класс оборудования, их всего два, это портальный и контровой, а все остальное пространство занимают штанкетные подъемы. Вот. Но даже в этом театре мне не хватило глубины, поэтому было принято решение убрать первый план колонн. Вот. И только как бы так декорация практически в распорку влезает в театр. Вот. А световые приборы вывешиваются на штанкеты, которые как бы тоже указаны. Вот. Был составлен технический график этих гастролей. Вот. Распределение по фурам, то есть спектакль влезает в 3 как бы фуры плюс маленький как бы грузовичок, да, с костюмом и реквизитом. В принципе, как бы художественный театр, он хранит, у него контейнерное хранение, они его тоже хранят в 3 фурах. Вот. Я как бы не исходил из этой информации, просто получилось, что 3D-модель совпала с реальным значением, что как бы подтверждает, что 3D-моделирование можно использовать и при распределении по системам хранения. Вот, и была выполнена цветовая адаптация как бы художественного театра к Мариинскому театру. Ой, прошу прощения, к Александринскому. И расскажу теперь про световую визуализацию. Был акцент на ней, то есть использовано программное обеспечение Capture в связке с световым пультом. Что это значит? Это значит, что есть отдельный компьютер, с которого я сейчас веду презентацию, на нем установлена программа визуализации. У нас сейчас стоит 2-й компьютер в качестве светового пульта, который соединен с 1-м по сетевым протоколам. И как бы пульт световой, там записаны кьюшки, пропаченные приборы, то есть как будто бы мы ведем настоящий спектакль. И было прописано несколько световых положений, которые я вам сейчас продемонстрирую, где как бы видно и работу механики, и работу света в спектакле. Так, можно? Так, есть? Открой тогда, я сейчас просто пробу принесу. Так, вот, то есть это программа Capture. Сейчас я запущу режим рендера, и вы можете увидеть сейчас с правой стороны, нам включат. Вот. То есть сейчас как бы физически у меня 2 компьютера, а на экран я вывожу в левой части экрана работу визуализатора, в правой части экрана вы видите кьюшки светового пульта. Вот. И я вам предлагаю как бы, не знаю, посмотреть ускоренную версию спектакля, что ли. То есть, так, секунду. Так, можно заставку на секунду? У нас технические неполадки.
Вот теперь работает, и можно посмотреть. То есть как бы начало спектакля, у нас комната. Вот комната едет вперед, как бы вот мы видим актерский свет. Дальше проявляется сама декорация, мы попадаем фактически в метро. Сейчас как бы будут выезжать те самые вагоны с людьми. Вот, спасибо. Вот первый вагон и второй вагон. Вот. Далее мы попадем в сцену театра Варьете. То есть вот этот самый железный занавес опустился. В спектакле как бы работает пушка в качестве эффекта для передачи атмосферы. Вот. Дальше переход на поднятие занавеса. И мы как бы резко сейчас попадем на сцену бала. То есть мы видим, буква М перевернулась в букву W, и сейчас вы увидите трансформацию потолка. То есть я предположил, что бал может происходить в большом помещении, вот как бы с какими-то арочными потолками. То есть вот потолки трансформировались, и как бы вот сейчас приедет поезд, который, собственно, привезет всю свиту Воланда. Вот. Ну и как бы поезд уедет, он уже привез. Вот. И как бы финал спектакля, когда мастер остался с Маргаритой. Вот. И как бы финал спектакля взят из оригинала, когда актеры уходят в варьер сцены, как бы им светит луна. Вот, как бы... луна не светит. Луна не светит, потому что... Ну вот вы видели там... Сейчас я вам покажу в живом режиме. Сзади опускается... вернее, вот сзади опускается как бы экран обратной проекции. А я догадываюсь, почему у меня не запустилась проекция. Вот теперь она запустится. Вот это должно будет происходить вот так. То есть появляется как бы луна, в черную опустился экран обратной проекции, и как бы герои остаются на фоне луны. И как бы у нас конец спектакля. Вот. То есть это как бы решения, предложенные мной в рамках работы над проектом. Вот. И на этом все. И хотелось, наверное, в завершение пару слов сказать. Спасибо Ольге Сергеевне в первую очередь, потому что когда я пришел, как бы нашел ее телефон, пытался поступить на очное, Ольга Сергеевна сказала: вам не надо, идите к нам на заочное. Вот меня взяли, и за это ей огромное спасибо, что как бы поверили, взяли, научили. Вот, и как бы я буду уже эти знания активно применять, как бы, к слову сказать, уже применяю. Вот. И второе спасибо, это спасибо чемпионату Artmasters, который оплатил мне это обучение в рамках как бы выигранного гранта. Вот, и как бы если не вот эта череда случайностей, которые совпали, возможно, я бы и не стоял здесь. Вот, всем спасибо. Спасибо. Виталий Васильевич, вопросы к Михаилу. Да, классная работа, спасибо. Я помню этот спектакль. Вот. Единственное, что я не помню, как осуществлялось движение поезда. Можете рассказать? Монтировщики сзади толкают. Все просто. Также и вагоны, которые из И вагоны, да. Просто как бы достигалась такая световая картина, при которой монтировщиков, ну, они одеты, во-первых, в костюм, похожий костюмов эпохи актеров, да,
Это первый момент. Второй момент. Световое решение там было такое, что их не особо было видно, они с толпой сливались. Ну, то есть простое кондовое решение, берем и толкаем. Спасибо. Вопросов нет. Хорошая очень работа. Один вопрос. Сцена МХАТ, и вот как я знаю, там проходной двор такой, могут зайти студенты всякие, кто-то еще. Получается, арьерное, ну, не арьерное, пространство карманов — это техническая зона. И, по сути, там часто какие-то проходы осуществляются и артистов, и других каких-то людей. И вот какой-то зазевавшийся человек может идти, и в него приехала эта конструкция. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы избежать таких случайностей, неприятностей? Ну, во-первых, все рельсы за кулисами можно проклеить этим самым самосветящейся лентой, как бы, да, и в любом случае за кулисами горит синяя дежурка, и в которой эта лента будет светиться. Это первый момент. Второй момент, не надо проходной двор устраивать, наверное. Ну, то есть, ну, на спектакль вряд ли какой-то будет проходной двор, потому что как бы стоит там ответственные люди, которые это дело контролируют. И в темноте-то вагон не передвигается, и внутри вагона установлена как бы светящаяся лента, и ты его в любом случае увидишь. Есть помреж, который должен управлять всем этим процессом. В дверях там никто, вахта никакая не стоит. Соответственно, нужно физически как-то ограждать, чтобы ни в каком случае не попал туда никто. Случайно, не случайно и так далее. Ладно, спасибо. Михаил, очень хорошая работа. Я вас поздравляю. Очень серьезная разработка. Классно сделано. У меня вопросов нет. Я просто хочу сказать, что Михаил всегда так глубоко рыл во всех темах, которые мы так или иначе затрагивали во время учебы. Настолько глубоко копал, такие тоже вопросы задавал серьезные, что мне было очень интересно тоже и поднимать эту информацию, о которой вы спрашивали, и искать какие-то ответы на ваши вопросы. Здорово, я вас поздравляю. Спасибо. И потом я хочу сказать, что случайностей не бывает вообще. Михаил, я тоже от себя хотела бы вас поздравить. Просто немножко расскажу вашу биографию, что вот когда Михаил хотел к нам на очное поступать, он вообще по первому образованию закончил Московский физико-технический институт, очень какая-то сложная специальность, вот, то есть это очень серьезное образование техническое, и работал на тот момент, как ваша должность называлась? Специалист. Ну, отвечал, нет, в концертном зале. Ну, официальный специалист фактически это был прообраз технического директора. Да, то есть он отвечал за все студенческие мероприятия, и вот за 2 года, которые Михаил учился, он такой колоссальный рост произошел, потому что Михаил стал призером чемпионата Art Masters в компетенции художник по свету, перешел на работу в театр, школу драматического искусства уже в должности художника по свету. Буквально недавно выпустил в Сатириконе спектакль, где выступил. Сколько у вас одновременно функций было? Художник-технолог, художник по свету. Да. И еще и автор художественного решения. Вместе с режиссером. Вместе с режиссером. То есть вот у нас какие-то уникальные люди, которые обладают очень большим набором компетенций. Вот, и здорово, Михаил, что вот видя сейчас тот результат, к которому вы пришли, я понимаю, что это для вас не предел, вы действительно можете освоить все, что захотите. Вот, и я думаю, что скоро мы еще о вас услышим, уже как об очень большом специалисте, у вас потенциал для этого есть. Поздравляю с прекрасной работой. Спасибо большое. Уважаемые участники, мы прерываемся на небольшое обсуждение. Прошу вас пока выйти. Потом где-то 16:55 мы с вами обратно собираемся здесь.
Уважаемые участники, педагоги, прошу всех подключиться. Сюда. Выведи на большой экран, пожалуйста. Всех педагогов. Вообще в общий зум. Все, спасибо. Ольга Сергеевна, слово вам. Ну что, подошел этот волнительный день к концу. Я хотела бы сейчас предоставить прежде всего слово Виталию Васильевичу Галичу, председателю нашей аттестационной комиссии. Да. Хочу всех поздравить. Я на самом деле вдохновлен. Вот. Вы показали все очень крутой уровень своих работ, и это за 2 года, и это заочные. Мне, поверьте, есть чем сравнивать. Вот. Еще раз хочу всех поздравить. Единственное, могу добавить что-нибудь для школы Студимхат? Предложение? Конечно. Я бы добавил в программу, думаю, что 2 предмета. Один предмет – это основа психологии, прямо сейчас необходимо вообще в этой профессии. И второй предмет – почитать технический менеджмент. Вот, наверное, 2 предмета, которые необходимы всем, даже технологам, художникам. Мне кажется, что это очень важно. А так, работы все крутые, вы молодцы и прям вдохновили. Спасибо вам. Спасибо большое. Слово предоставляется Эльфиру Ильшатовичу, директору театра «Камала». Еще раз добрый день, комиссия, педагоги, большое спасибо школе МХАТ. Все начиналось очень давно. Все директора говорили, и фестиваль-форум мы проводили много лет уже, и все директора приезжали, плакались, что нету заведующих постановочной части и других театральных таких специалистов, и где их обучать, если мы в Москву отправим, они не вернутся, я бы тоже не вернулся бы. Это Москва, Москва есть. Петербург отправишь, тоже не вернусь. Поэтому умоляю школу МХАТ, мы организовали, и вот эти вот первые результаты такой гибридного формата обучения, я думаю, интересен как и для руководителей театров, также интересно и вам. Это новый опыт, он должен быть, он должен показываться, и обязательно вот эти вот все дипломные ролики мы обязательно сформируем, директорам обязательно отправим, потому что просто плакаться, говорить, что ой, нету, где нужно организовать, как это можно обучить, нельзя так работать. Надо пробовать делать шаги, и что получается. А сегодня я просто, я в шоке сидел и смотрел все эти работы. Реально за 2 года можно этому научиться. Просто супер. Я всех вас поздравляю. Спасибо. Я тоже хочу от всего нашего института, от школы-студии МХАТ поздравить и вас, дорогие, защитившиеся, с тем, что действительно получилось, потому что когда мы это придумывали, непонятно было, как получится, не получится, какими будут результаты. И сейчас есть такое очень приятное чувство удовлетворения, гордости, радости от того, что все сложилось, от того, что мы все вместе потрудились и пришли к таким результатам. Огромное спасибо театру «Камала» за такую поддержку, за то, что люди не только на словах в театре, но и на деле во всем помогают. То есть все 2 года это было все вместе. Мне кажется, что очень интересная получилась программа в целом и на форуме. И очень важно, что мы провели защиту именно здесь, в Казани. И я думаю, что и наши замечательные студенты подтвердят, что город, театры, прием, который нам здесь организовали, сама программа форума, вот все было очень на высоком уровне, так что за это отдельное спасибо. Еще я бы хотела поблагодарить вот всех тех, кто сейчас, вот мы видим, педагоги вас на экране, вот вы нас тоже видите, нас разделяют километры, но огромное спасибо вам за ваш труд, потому что это абсолютно
наш коллективный общий результат. Мне только что вот здесь сказали, какой же потрясающий педагогический состав в школе-студии. Вот с этим невозможно не согласиться. Я вас каждого благодарю. Вот, и наша общая победа. Спасибо вам огромное. И передаю слово Артемию Сергеевичу. Спасибо. Очень приятно то, что вы, люди взрослые уже и понимающие уже что-то в этой жизни, решили для себя, что вам нужно поднять свой уровень профессиональный. И вы пришли получить эти знания и получили их. И взяли их достойно, взяли эти знания, смогли демонстративно это показать своими работами. И, конечно, трудно определить в 2 года, что можно полноценно как-то сформированно дать человеку, да, который стремится повысить свою квалификацию. И здесь, конечно, в большей степени от вас все зависело, от вашего желания. Поскольку, да, педагоги замечательные, педагоги дают замечательные обширные знания, и все профессионалы работают в сфере театральные, все работающие специалисты, но можно давать, а могут не брать. И частые случаи, когда там, заплатил деньги, но не поехал, грубо говоря. И здесь вам большое спасибо, что вы так относитесь к этому всему, относитесь к профессии таким образом. Вы понимаете, что нужно повышаться, нужно улучшаться, нужно расти, нужно развиваться, только для того, чтобы вокруг вас тоже образовывалась какая-то культурная, техническая, управленческая, грамотная схема. Вот. Спасибо вам за это. Я вас поздравляю всех. Да, и желаю вам счастливого творческого пути. Спасибо. Екатерине Юрьевне передаю слово. Я очень хочу поздравить, во-первых, всех наших дипломников, ну, вернее, уже выпускников, потому что действительно, как все сказали предыдущие ораторы, путь, который пройден за 2 года, он просто какой-то совершенно космически невероятный, потому что люди приходили с абсолютно нулевыми знаниями, и то, что мы сейчас увидели, это результат работы и вашей, и результат работы педагогов, и результат вашего именно желания вырасти, желания стать частью этой профессии. Вам успехов и доброго пути. Ильфер Ильшатович, я вас хочу отдельно поблагодарить, что вы взяли это все под свое крыло и вообще это все организовали, потому что это абсолютно беспрецедентная история, и я считаю, что это начинание, которое сложно вообще-то переоценить. И это что-то невероятное. Вам огромная благодарность и театру Камала всему, и университету, который тоже приютил и предоставил свою аудиторию, предоставил свое помещение, и всей Казани, которая нас очень тепло встречает. Вот. И я очень хочу поблагодарить Ильназа Хайбуллина, который вот сидит там тихонечко за компьютером, а вообще он приехал из Москвы в Казань, он вернулся из Москвы в Казань, но он не остался в Москве, вопреки ожиданиям Ильфера Ильшатовича. Но тем не менее, а сколько заочников остается? Что вы? А он вернулся с этими идеями, и он не просто утаил их, а он с Ильфером Ильшатовичем поделился. Вот. И благодаря этому вырос весь этот невероятный проект, потому что я же помню прекрасно, когда я приезжала в каком-то, наверное, было в 17 или 18 году на Наурус, когда я переезжала первый раз, и мы тогда познакомились с Ильфером Ильшатовичем, и как раз он говорил, что есть такая беда, что у нас нет специалистов, а все, кого мы отправляем учиться в Москву и Петербург, никто не возвращается назад, вообще никто. И мы тогда обсуждали, а что же можно сделать? А может быть, вот какие-то онлайновые курсы? А это же было, понимаете, еще в доковидную эпоху, когда у нас не были отработаны еще дистанционные технологии. То есть это было очень виртуально, то, что мы обсуждали, так-то непонятно было, как это привязать к реальности. И вот сейчас это все реализовалось, и, честно говоря, это вызывает восхищение. Спасибо вам большое. Удачи всем. Всего хорошего. Может быть, кто-то из педагогов хочет что-то сказать? Давайте я скажу. Большое спасибо организаторам, большое спасибо техническому персоналу, потому что вот на техническом уровне все это было проведено блестяще.
Очень хорошие у всех презентации, не вызывают отторжения, элегантно все по делу. Вот. Всех благ и в добрый путь. Спасибо. Можно мне два слова? Правильно сказано было, что нельзя научить, можно только научиться. Вы знаете, в течение этого периода вашего обучения это было видно, вы хотели, вы брали. Спасибо вам за внимание к нашим лекциям. Я вам желаю удачи, потому что вы очень увлеченные люди профессией и театром, а это главное. Удачи всем. Спасибо. Ну что, мы тогда переходим к торжественному моменту, к вручению дипломов о профессиональной переподготовке. Ильфир Ильшатович, Екатерина Юрьевна. Давайте будем. Я буду вручать? Нет, Я вручаю, вы читаете. Председатель, если не против комиссии. Не против. Да, спасибо. Я возьму вручение. Диплом вручается Сулеймановой Лилии Фаридовне. Я же оценки называю? С оценкой «отлично», с 2 похвалами. У нас есть право такое вручать диплом с оценкой «отлично» с похвалой, но здесь одной недостаточно, так что с 2. Диплом вручается Батракову Алексею Владимировичу. С оценкой «отлично» с похвалой. Вам 2 не досталось, извините, мы должны были кого-то одного выделить. Можно я добавлю похвалу? Блестяще. Диплом вручается Коломейцеву Никите Викторовичу. С оценкой «отлично» с похвалой. С 1. Диплом вручается Габдулкадырову Радику Ильсуровичу. С оценкой «отлично». Диплом вручается Глейкину Михаилу Юрьевичу. С оценкой «отлично». С похвалой. С похвалой, да, извините, с оценкой «отлично», с похвалой. Диплом вручается Долговой Ольге Игоревне. С оценкой «отлично». Диплом вручается Куделькину Павлу Владиславовичу. Сфотографирует, извините, да. С оценкой «отлично». Диплом вручается Никитину Станиславу Юрьевичу. С оценкой «отлично». Диплом вручается Соколову Никите Сергеевичу. С оценкой «отлично». А также диплом с отличной оценкой мы будем вручать, уже посылать в Литву нашей еще одной слушательнице Ирине, которая не смогла приехать. Вот, у нее тоже отличная оценка, прекрасная, и мы обязательно ей передадим диплом. Поздравляю выпускников школы студии МХАТ, но у нас в форуме тоже участвовали наши участники нашего форума, и для них мы тоже подготовили документ, и этот документ о повышении тоже профессионального образования, по дополнительному профессиональному образованию, и хотим их тоже вручить. Они здесь с вами вместе целых 5 дней, 6 дней были вместе. Удостоверение о повышении квалификации вручается Коровину Николаю Николаевичу.
Наверняка будут онлайн-участники. Мы все сертификаты и удостоверения передадим по почте. Удостоверение вручается Малых Анне Викторовне. Она онлайн у нас участница. Тумашевой Анисе Хасановне. Фаттахову Ильфату Ильшатовичу. Хасановой Диле Ильдаровне. Чернышевой Ларисе Алексеевне. Юлюковой Гульназ Митхатовне. Ягудину Расулу Ильгизовичу. Бакулину Денису Анатольевичу. Галиеву Рамису Рашитовичу. Гурлевой Светлане Валентиновне. Онлайн-участница. Дасбай Аслану тоже. Ага, здесь. Зариповой Лейсан Рафимовне. От себя бы хотел поблагодарить всех участников фестиваля «Наурус», выпускников школы-студии МХАТ и, конечно же, Камиля, который целую неделю с нами работал. Сейчас по программе в 19:00 в театре в Малом зале будет круглый стол, и в 9 часов вечера будет банкет, фуршет, закрытие форума. Спасибо. Спасибо всем.